Так, здорово, ребята. Давайте микрофон. Так. Раз. Во. А так мне уже приятно. Так. Надо вести по-русски, как вы помните. Это Айка, Бакеба. Помогите остановить. Так, будем играть в танки. Насколько долго, я не знаю. Сколько нервы выдержат, столько и поиграем. Так, что у нас тут? Давайте звук побольше сделаем. Звук игры. Вот так вот. Вот так должно быть все очень классно. Давайте сперва... Короче, играем на любых танках, потому что когда на стримах, я понял одну вещь. На стримах на метку играть пока рано, потому что я очень горю, нервы не выдерживают. И, как вы сами знаете, нервные клетки не восстанавливаются, и поэтому будем играть просто так, как бы... Если что-то не получается на определенном типу техники, то переходим на другую технику. Вот так вот. И как-то так найдем что-нибудь да полезное. Но постараемся, давайте давить 2%. Все-таки 7 мм. Давить 2% на прогет там Си-50 мод 66. Это 9 уровень какого танка? Риночеронте. Да, он имба. Он хороший танк. Ну, не то, что слишком имба, да? Просто он хороший танк. Вот, прочность добавляем. Тут добавляем к сохранению набранной скорости. Или, может, от скорости поворота ходовой, прочности ходовой. Ну, мне кажется... Давайте вездеходную ходовую. Скорость поворота. Хотя, или, может, вообще не трогать его. В принципе, этот танк так и так нормально играется, но почему-то все абсолютно всегда добавляют вот это, плюс 7 к сохранению набранной скорости, но я не хочу потерять скорость поворота шасси, потому что этот танк бортами тоже, хотя он играет бортами. Но не знаю. Черный экран, ничего не видно. Сейчас, минутку. Это другая игра была. Вот так вот. Ну, нормально же, черный экран. Так, мне кажется, надо делать вот это, да? Сохранение набранной скорости. Ну, прочность ходовой тоже как бы нужна. Фрион, здорово, Алик. Может, ты знаешь? Что добавить? Облегченную ходовую или вездеходную? Что бы ты добавил? Всем здорово, чавал. Здорово. Владимир Эме. Шанхай тоже здорово. Шанхай. Чинджу. Первый добавил бы, да? Ну да, абсолютно всегда первые добавляют. Ну давайте добавим.
Как мы все знаем, Фреон хуйни не скажет. И давайте клановую плюшку подрубаем. Вот это включаем. И ну и свободку. Может на опыт. На опыт нельзя. Туплю. Ладно. Себя что-нибудь добавить? Нет. Не, лучше надо оставить вот это, потому что скоро выйдет новый танк. И чтобы чтобы этот новый танк, имба, который, да, тоже это из этой ветки, чтобы ее прокачать, точнее, чтобы сделать на нем модернизацию, нам нужен опыт, как бы. Ну, много опыта надо. Поэтому это оставляем. Храним. Хранители. И у нас карта. Хайвей. Хайдук. Хайвей. Карта нормальная мне, в принципе, кажется. Вот так вот. Сейчас я... Угу. Ну, Яга опасно, конечно, да? Надо на этой перекатке быть довольно... Надо сыграть очень-очень осторожно, потому что... Я могу получить... На 1200, да? Или на 1150. Сколько там было у Яги Альфа? Я не помню. Ну ладно. Погнали. Кто еще опасен? Эмиль II, конечно же, представляет угрозу. Хотя он долго там будет стоять, мне кажется. Фаза приедет. Тигр 2. Это для нас корм, защитник. Ну, я не думаю, что угроза будет исходить от защитника. Ну и все. Ну и 7 тоже опасен на самом деле, если человек скилловый. Если это Фреон играет на ИС-7, то это опасно. У нас кто есть? 60 ТП есть. Угу. Тоже Яга. Кстати, Яга с нами едет, да? Ага. Ну все нормально, ребят. На тебе. Так, мне дальше не надо ехать, потому что сейчас уже я могу получить. Надо отсветиться. Все, теперь можно проехать. О, заебись. Так, все нормально. Какого драба? Так, все прекрасно. Прекрасно! А теперь ждем, ребята. Чтобы поиграть в танки, надо ждать годами. Месяца. Угу. Ну, я так и предполагал, что 121 1Б будет играть в городе. Вот он, Яга стоит. Тихо. На каток надо было ставить. О, я забыл. Уйди. Ты ган. Надо было сводиться, надо было. Блин. Надо было ставить на каток. Тогда... хотя зачем? У него все равно ремка-то есть. И то не успели дать урон. Угу. Но жалко, что я не попал по фазу. По фазе? По фазу! Русский у нас хромает, ребят. Разговорная речь. Не шухры-мухры. Я же могу получить от Яг, да? Отлично. О, блядь, только не ты. На каток? Пожалуйста. На каток тоже поставил. Дайте ему выстрел, дайте, пожалуйста. Бля, никого нету, что ли, сзади? Ёб... Сука.
просто... Обзор нормальный. Короче, мне хана, ребят. Залетело. Уничтожен. Ой, да, блядь, если мне надо, сука. А, бля, почему тут никого, ёбаный в рот? Ну, я сам ошибся, потому что на стримах я не вижу особо карту. Стой так. Пробитие. Да, тупим. Очень много тупим. Готов. Я получил столько уронов, но на самом деле я не должен был их как-то получать. Ну, похуй на иси. Давайте, короче, тайминг не теряем. Надо поработать вот тут, с центра. Так. Ну, надо, чтобы наверняка. Сводиться надо долго. Ну ты просто... Сколько там скорость полета? 902. Понятно. Блин, мы можем еще и проиграть, ребята. Ребята! Уже опасно. Ну ладно. Если меня засветят, то мне как бы кранты. Я это знаю, вы это знаете. Все знают. А, блядь, кто засветил-то, ебаный врррр. Шарфутур, да? Давайте используем вот этого мода. Ой, все. Да. А почему он не засветил 60 ТП? А, я здесь светился, походу. Да. Ну, подняли 83.01. Давайте подождем. А, плохо отыграл, очень плохо. Ну ничего, ничего страшного. Да, как тебе этот танк? Лайки ставьте, ребята. Как тебе этот танк? Сколько пробития на голде и на ББ? Смотрю, стаба не хватает, что ли. Ну, про пробитие. Сколько там было? Пробитие. Сейчас узнаем. Да. Блин, я так и думал, что засветит меня именно Шарфутур. Она просто затупил. Давай. По жесткому. Бац. Он не пробьет. А, нет. Ебать, он пробил. Он что, в борт пробил, что ли? В смысле? А как же его приведенка? У 60 ТП не столь много пробития. Или он дал в щечку. Ну, короче, непонятно. Так. Давайте еще раз.
Так, 60 ТП, ФВшка, маус. Маус это... Кстати, про пробитие я же забыл. Сейчас, Алик, я скажу, сколько пробития. Чтобы на это посмотреть, бой должен... Во время боя только можно посмотреть. Вот так не смотрится. И то ли это мой мод, или то что, не знаю. Мешает. Так, Скивал, здорово. Сейчас посмотрим. Так. Все по машинам. 303. Вот, Алекс, смотри. 303 это кумуль. А на ББ 242. Не, ну мне кажется, на ББ нормальное пробитие, да? 242. Ну да, нормальное. А почему у меня одни кумулечки? И скорость тоже нормальная. 1075, тут 902. Ну хотя на барабане вот так вот сменить тип снаряда, это очень довольно стрёмное дело. Так, 60 ТП. Этого не видно. Ну я так по-любому не попаду. О, блядь. Да ладно, ты что? Угу. На каток его надо поставить, чтобы у меня тоже был урон. А что это было? Броня не пробита. Ну ладно. Сколько было? 33? Ай. Дайте мне место. О, молодец. А почему я его не пробиваю? Вот сюда? Блять, ты попадай, пожалуйста, а? О, блин, ну как? Сволота. Ага, по мне. Точности 0. Ну и похуй. Да. Что-то у нас все плохо, ребята. Проигрываем. А как затащить? Если я играю на метку, может вообще засейвиться и задефать. Я могу им помочь? Хоть как-то. Арта будет мешать. Ну, 91-й уже умирает. У Прогета тоже хп нету. Короче, нам пиздец. Отлично. Ну, пока человек подставляется, надо по нему урон дать. Все. Последний снаряд лучше не трогать. Ой, ну пожалуйста, бля, Гусля слетела. Ай, да, блядь! Ну, 121-й, блядь, гандон, сука! Отлично. Крит гусли. Скоро слетит. Угу. Как обычно. Экран не пробит, ёбаный в рот. Наигрались.
А заебал нахуй, блядь, 121 гандон. Тварь поганая, сука, иди нахуй. Блядь, подъебаный, белем танканы. Бля, уже горю, ёбаный в рот. Это всего лишь второй бой, и у меня уже пердак горит. Сука, блядь, обоскурдоню ты, ёбаный. Здорово, термит. Блядь. Блин, то ты лагим. Сейчас пиздец всем будет. Первое решение было намного полезнее, потому что я должен был спуститься вниз, тогда я бы не получал от концепта. Я-то думал, концепт идет в ту сторону. Ему было как бы похуй на меня. Но он что-то вернулся. Засранец. Извиняюсь, но без мата я не могу играть. Это очень сложно. Ну, если челлендж будет, конечно, без мата можем. Челлендж на игру без мата. Все, блядь. Убивать тебя будем. Ай. Просто сукина игра. Ну ты заеб... Уйди, блядь. Толстожопый. Да. Иди отсюда, толстопуз гребаный. Блядь, ну как так? Не пробивается-то, ёбаный в рот. Сука, пиздец. 6-й рикошет или 8-й или 115-й. Хоть бы опасен, он, бля, барабанный. Не выходи, я сам справлюсь. Живи, сука! Это был плохой выстрел. Сам виноват. Это уже можно понять. Так. Свечу, значит, может быть, попал. Так, теперь что? У Вазика сколько хп? Понятно. Угу. Большой салам с маленького Бишкека. Здорово, Рискелди Бек Турсунов. Всегда залетает. Этот пацан! Или мужичок. Я не знаю, сколько ему лет. Бишкеку тоже огромный привет.
Так, может залететь к Вазику, но, блин, это плохая идея. Давай, а я опять начинаю, типа, торопиться, да? Угу. Ну, давайте чутка подождем. Потому что у меня одна бабаха и все. Больше союзников у нас нету. Гриль как там стоял, так и стоит. Понятно. Ну, блин, мне становится скучно. Вот он, радостное лицо. Физиономия лица очень радостная. Довольный такой пацанчик стоит. На тебе, получай. Как я попал, я не знаю, не спрашивайте. Я думал, я сглупил. Это чисто везение. Потому что... Так, минутку. Давай надо разбирать. Ах ты тварь, а? Типа самый умный, что ли? Ой, елка. Ну ладно. А как... О, блядь! Конь. Пожалуйста, смотри за этим. Танцуй пока молодой, мальчик. Танцуй пока молодой. Приветствую. Удачного стрима. Бой на ИС-4Б. Хорошо. Кто? Вечный. Спасибо, Вечный. Ну, как всегда. Один человек, который всегда поддерживает, это у нас Вечный. Спасибо. И... ИС-4Б? Так, я прочту. Хорошо. После боя. Угу. Блядь, конь просто умирает. Сейчас он умрет. Рикошет нахуй! Ай, блядь! И сейчас ВК выходит. Похуй. Так, давайте прочтем. Так, где у меня донаты? Так делаем. Так делаем. Так, приветствую, удачного стрима, бой на ИС-4Б. Хорошо. Заказ танков работает, ребята. Услуга заказ танков. ИС-4, ИС-4. ИС-4 это ИС-4. ИС-4 шутки плохи, как говорится. Травазок Антохонон. Нету новостей, нету. Я не понимаю вообще, зачем вы во время стрима спрашиваете про какие-то новости? Я что, тут буду рассказывать, что ли, что случилось во время игры? Типа, хорошо живу, вот, сегодня во сколько-то встал, поел, что-то покушал. Мой брат сегодня звонил, встретил брата и так далее, и так далее. Разве вам это интересно? Нет же? Мальчик, танцуй пока молодой. Закончили что Арагунда. Конечно, явный был, лади. Саховола, спасибо, махтал. По машинам. Так что вообще неуместно, я думаю, что спрашивать про новости у стримера. Он же все равно рассказывать не будет. Ну, по крайней мере, я никогда не видел, чтобы на ютубе какой-то стример рассказывал свои новости, как бы его спрашивают, что за новости, какие новости, здорово. И они такие начинают, ну, новости, да. В общем, я смотрел вчера кино и так далее, и так далее.
Обычно это... Они рассказывают только тогда по собственному желанию, как бы, тогда, когда они сами начинают что-то рассказывать. Это надо своему другу позвонить и у него спросить. А это он нахрен где? Какие новости? Или можно позвонить своей маме и можно тогда уместно спросить. А это он нахрен е? И так далее, и так далее. Но чтобы у стримера спрашивать, какие новости. Не знаю, не знаю. Или может мы знакомы? Обычно у друзей так спрашивают. Так, 277 тут, да? А где он? Ну, он там стоит, но из-за кустов его как бы не видно. О, ТВП, только не ты, пожалуйста. О, залетают. Мне нужен какой-то напарник. Леопард. О, ТВП умирает, это хорошо. Все, можно залететь. Я рак. Подтверждаю пробитие. Так. Испугался, да? А я за тобой иду. Цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып. Танцуй, пока молодой, мальчик. Танцуй, пока молодой. Так, вот так. Бейеркил 100.г. 1 килл, 100 рублей, го. Хорошо, спасибо, заебись. Только со следующего боя, хорошо? Потому что как только челлендж дают, это учитывается только со следующего боя. Спасибо. На любых танках, что ли? А, что? Это на десятках надо? В чате, пожалуйста, напиши. Это на десятках надо делать или вообще без разницы? Я же могу взять 6-й уровень. Т-3485, ему который. Движение невозможно. Тогда ты банкрот. На каток поставил. Давайте, давайте, убивайте. Во, красава, молодцы, ребята. Хорош! Бум! Пробитие не подтверждаю. Да. Точно схромает. Ну, хотя дистанция довольно высокая, да? Длинная, точнее. Дистанция высокая. Высокая дистанция. Это нормально, да? Блин, безрунный бой. Я хотел 3 отметки на ИС-4, но исходя из этого боя, я передумал. Ну, я потерял столько много тайминга из-за того, что я был один тут стоял. Надо было вкатить, когда надо было вкатить, да? Вкатывать, когда надо вкатывать. А я думал, что они вкатят именно как бы на меня. И тогда... Блять, что за выстрел такой?
Маус, давай, 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 красавчик, Маус живет. Вот ты, блядь, уйди, сука, зараза. Есть пробитие. Ну ты ган. Так, кран. Ну еще 2000 дать бы хотя бы. А, ну там ТВП, блядь. Откуда ни возьмись. Как же бесит, когда твой союзник на... Ага, блядь. ТВП по нему уже стреляет, а я не могу его убивать. И не свелся. Ну тут сводиться опасно, потому что... может быть такое, что когда ты сводишься, то твоего врага убивают сразу. Ты вот его калала. Остаешься ни с чем. А когда наоборот не сводишься, ты стреляешь, не попадаешь, и у тебя есть еще 3, 4, 5 секунд на то, чтобы сводиться. А ты на КД. Бывает и наоборот, и наоборот. Ладно. Так, сейчас будем делать челлендж. Каждый фраг мне, за каждый фраг мне дают 100 рублей. Вот так вот. Так, уровень. Здорово, через какую прогу стрим ведешь? Сам сегодня начал, это нелегкое дело. Через какую прогу? OBS Studio. Ты покопайся на ютубе. Как стримить новичкам. И все. Там дохуя вообще информации, полезного видео, как стримить. Так. После этого мой челлендж го. Хорошо, твой челлендж тоже. Ждем. Так. Видеоны қағаныңыран студияңыр баппын видеоны доқан окарачо бән істінер сетейлер деп зафанаси мақтал. Ждем. Ага. Так. Сахаула. Десятки 9. Понятно. Ну, десятки так десятки. Так, за каждый фраг. Кто у нас фрагер? Фрагер у нас 279 есть, да? 279 сможем? Да. Если он попадет к девяткам или восьмеркам, вообще было бы угар. Но не знаю. 780-й, ну он какой-то неточный танк какой-то, да? Есть то... Ебальник разбивает 7, но он медленный. Только на одной линии можно, да? Туда-сюда, чтобы побегать, нужен быстрый танк, вроде этого. Но у него, увы, нету. Так что тоже отпадает, как бы. СТБшка. Леопард, кстати, есть. Но, блин, такое себе. Ну, супер конь. Только он медленный. Может, на чифтейне. Здорово. Аркадий Паровозов. Зарова, говорит. Зарова. Играем Зарова. Объясни про систему рейтинга в танках. Недавно начал играть 3 КБФ, сыграл рейтинг 3700. Это норм или нафиг эту игру? Ну... Я даже сам не знаю, что это за рейтинг. Личный... Как она? Так, вот. Ну, тут написано же. Личный рейтинг. Показатели игровых навыков и опытности при расчете учитывается победы. Ага. Урон, нанесенный с вашей помощью. Средний урон за бой, средний опыт за бой, выживаемость. Выживаемость тоже касается по личному рейтингу, оказывается. Ну, я на это вообще, мне вообще по барабану, на это я вообще не смотрю. Я смотрю, когда на других игроков, во что я смотрю, да? Я именно, например, давайте посмотрим, например, у нас кто тут сидит? Лука сидит, СЛП. Давайте на него посмотрим. Например, СЛП. Нажимаем. СЛП. Здорово, Лука. Чё, куда пропадал-то? А чё, он с нашего клана вышел, что ли? Или он ник сменил? Ну-ка, сейчас посмотрим.
Странный человечек. Кстати, у нас идет набор в клан. Если вы активный игрок, и если вы по стати нормальный, не 49 и не 48 и так далее, то заявки присылайте на минус 72C. Лично я посмотрю на вашу статистику. Я сам лично посмотрю, и если вы хорошо играете, то возьмем. Ну, не обязательно, чтобы хорошо, чтобы человек был активным, чтобы он в онлайне много сидел и так далее, и так далее. ЦЛП, где он? Он что, вышел с клана, что ли? Выгнали, да? Вейлукакель. Вейлукак и Реннер. Он уже начинает злиться. Бля, меня выгнали, что ли? Пару недель меня не было и меня... ЦЛП, извиняюсь, конечно. ЦЛП с минус 72. Ага, вот. Копировать имя зачем? Ты что? Нет. Изменить. Так. Профиль клана. Достижение игрока, вот. На что я смотрю, да? Вот, например, есть люди, которые смотрят на личные рейтинги. А мне абсолютно похуй на личные рейтинги, потому что личный рейтинг зависит от побед, например, да? Просто если ты даже плохо играешь, а твои союзники, например, выигрывают, у тебя личный рейтинг становится побольше, как бы, да? Я смотрю в основном на попадание. Ну, это лично, сугубо мое личное мнение, да? Вот 65%, 65%. Это очень-очень плохо. Но, смотрите, и на средний урон. Но из-за того, что у него огромное количество боев, это получается, что он... так, дата вступления... Так, зарегистрирован, он играет с 2015 года. Значит, большая половина из боев, на которые сыграл СЛП, вот этот игрок, да, наш товарищ СЛП, он играл в 2005, 2016, 2017. А определенно 3 года игры это плохой показатель. Ну, в смысле, там у него вот личный рейтинг, вот процент попадания намного хуевее, по-любому. Поэтому из-за того, что он зарегистрирован очень-очень давно в этой игре, это его первый же аккаунт, и он также играет. Поэтому можно ошибиться. И я сейчас вам это докажу. Вот, типа вы смотрите вот так, и смотрите, вот человек, 54% побед. Ну, такое себе. Средний игрок, 1500 средухи, средний игрок, да? Но! Так не надо смотреть, ребята. Вы заходите сюда и смотрите на его последние бои. Значит, что у нас? Последние бои это, например, за 55-й. Он недавно вышел, да? Год назад или сколько. И вот, смотрите. Вроде бы тут человек, видно, что человек как бы ракообразный. Как бы очень плохо играет. Вы смотришь и говоришь, тьфу, иди отсюда, дуй отсюда. Ты в наш клан хочешь, что ли? Ты на себя в зеркале видел вообще? Ты кто такой? Ты, тьфу, на тебя. Ты не убай, ты брат. Ты ребенок. Убирайся, проваливай, можете сказать. Но, когда ты на людей смотришь, на эту статистику, поебать на эту хренотень, вы должны посмотреть на последние танки. Потому что человек, если у человека огромное количество боев, он долго-долго учится. В этой игре надо учиться годами, ребята, не месяцами. Это вам не PUBG, это вам не CSGO, чтобы там пару месяцев сыграли и можете более-менее играть. Нет, тут очень-очень медленно развиваешься, понимаете? Тут надо сыграть очень дохуя много времени. Годами надо играть и так далее. Ну, я к чему? И смотрите. Вот вроде бы рак, да, по статистике. Ну, не то что рак, средний игрок. А вот смотрите. И по последним боям на этом танке вот 3871 средуха. И смотрите, 3 отметки. И вы сразу поймете, что человек, это он когда-то плохо играл. А в деле... В наше время он сейчас играет очень зашибись, офигенно. Смотрите, ТВП, ТВП это старый его танк, по-любому. Давайте СП-2, например, тоже новый танк, 2 отметки. 3500 средухи. Вот, видите, да?
Например, Чифтейн, смотрите, 3823, 153 боя, 58% побед. Первая меточка есть. Вот так и надо смотреть. А не надо смотреть на эту общую статистику. Общая статистика это хуйня. Могу вам сказать. На Леопарде 3200. Например, у этого пацана... Например, вот даже на концепт 1Б 102, за 102 боев у него 71% побед и 3500 почти средухи. Нормально, да? Нормально. Вот так вот человек играет. На 8 уровнях. Например, на ШПТК у парня 2800 средухи. Понимаете, да? Это очень сложный танк на самом деле, чтобы удерживать 2800 средухи и 3 отметки. Пиздец как ебать, да? Вот видите, как играет? Это он уже статист, а в деле, когда вот так смотрите, человек, ну, такой себе человек, 60%, 65% попаданий, не. Так себе человек и так далее, и так далее. Поэтому всегда, чтобы увидеть, как человек играет, не смотрите только на эту статистику, определенно заходите в технику, и там надо узнавать, какой человек, чем он дышит, чем он питается, какой же это ублюдок и так далее. Это мы еще не посмотрели, сколько средухи он держит на кранвагне. Дофига, наверное. Так, 3 килла. Блин, челлендж. Блин, мы играть будем, нет, сегодня? Давайте на вазике тогда. Не. Во время моего КД будут... ну, хотя тифа будут... Блин, ну какой танк выбрать, я что-то путаюсь. Волнуюсь что-то. Давайте на кране тогда. СЛП, СЛП это его имя. Это все равно как меня, например, могут назвать ЧД, Чурчанов Джулстан Николаевич. Вот точно СЛП это его, как бы, его фамилия, имя и отчество. СЛП. Например, Сумерков. Ну, его точное имя я знаю. Сумерков. Сумерков Ликандро П. Прапорщикович. Вот его настоящее имя. Сумерко Ликандро Прапорщикович. Поэтому и СЛП. Вот такой вот человек. Добрый, хороший человек. Ликандро... Ну, Прапорщикович, он такой вот. Отец прапорщиков. Поэтому хорошо и играет, походу. Как вы сами видите. Простите, что раскрыл его личность, как бы. Он сказал, не надо вот этого. Не надо раскрывать мою ликантропию. Когда он родился, спросили у ее матери, как назовем ребенка-то? Ликантропия! Что? Ликантропия! Так и назовем? Да. Так и надо назвать. Статистом будет. Наш сынок-то. В танки будет играть. А может назовем его типа Лука и так далее. Не-не-не-не-не-не. Ликантропия. Ликантропия. А что означает? Да хуй его знает, что означает. Просто ликантропия. Вот так и напишите. В медкарточке. Зачем я еду вперед-то, кстати? Я ликантропий, что ли? Ну, я не знаю, что это меня спасет. Так, мне нужны бойцы. Бойцы элитного уровня.
Прапорщиков, Демастер, я не прапорщиков, это ликантропия. Прапорщиков. Я-то не прапорщиков. Угу. Артол дораба. О, блин. Нет, 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 нет. У меня один снаряд. И я заряжаюсь из-за того, что... Из-за того, что я тупой. Угу. Ах ты тварь, а. Крана надо убивать. Ну кто-нибудь, помогите, кто-нибудь. Все, я труп, ребята. Челлендж на 100 рублей, конец. Бля, я затупил. Я так и думал, не надо было вкатывать. Я из-за ликантропии, ёп, посмотри. Ну все. Видимо, не заработали. Так, следующий челлендж. Ну давай, вечно ждем челлендж. Ликантропия помешал. СЛП. Я красоте. Ликантропия вот такой вот. Ну я... Надо было нормально играть, но... Видите, я рассказывал вам. Ну, на стримах я вообще не умею играть, на самом деле. Потому что я же рассказываю, веду стрим, ликантропия и так далее. Я даже сетап не смотрю. Так что показательных боев не будет. Основной калибр и 500 рублей твои. 3 попытки, хорошо. Так, основной калибр это что? У нас что? Я даже не знаю. Основной калибр. Вот. Нанести наибольшее количество урона за бой. Нельзя задевать союзников прямым выстрелами. Выдается только... Ага. Короче, основной калибр. Хорошо, основной калибр. Так, 3 попытки и 500 рублей. И ты не пролей. Ну, основной калибр это. Будет тебе основной калибр. $14 региона 15к рублей донат Татлер. Ну да, ему всегда донатят хорошо. Ну у него-то это... У него просто подписчики охуенные, ребята. У него все богатые и поддерживает. Там все работящие. Мои подписчики это мои подписчики. У них 100 рублей да даже жалко отправлять. Большинство. У нас 96% зрителей у нас вообще донат не отправляет. Просто они смотрят. Они думают, что лайк нажимают и думают, что я типа захожу в магазин и можно мне хлеб и растительное масло. И продавщица как бы мне говорит, а с вас, пожалуйста, 15 лайков и 3 подписчиков. 3 подписот, как бы. У нас наш канал мертвый канал. У региона очень хороший канал из-за того, что у него за каждый стрим хотя бы минимум даже 1500 или 2000 он всегда получает. У него статистика по донатам охуенная. Просто у него очень щедрые, поддерживающие, богатые подписчики. У нас таких нету. У нас только один вечный. И, ну, есть некоторые. Например, Гаврил есть. У нас топовых донатеров сколько? Очень мало. Можно посчитать просто на пальцах. Фрион у нас был тоже очень поддерживал. Сейчас уже не отправляет уже. А у него есть люди, которые постоянно донатят. Я не знаю, что они, как они зарабатывают. Но такие вот люди. Но ему повезло с подписчиками. А мне вот нет. Зато у нас как бы онлайна много, как бы. Лайков тоже много иногда, когда мы играем в PUBG и так далее. Но
дохода нет. Например, мы вчера постримили Call of Duty Warzone, и за стрим мы получили 100 рублей. И 100 рублей процент тоже берет этот, как там было. Есть пробитие. Блин, БК сломали. А, у нас уже бой идет, что ли? Вот видите, когда я играю и рассказываю. Движение невозможно. Поэтому региону повезло. Если бы я был регионом, я бы постримил каждый день. Ебать, он зарабатывает. Молодец, парень. Поэтому у нас есть стримов. Скоро вообще будем раз в месяц стримить. Только иногда. Пробитие не наблюдается. А зачем я поехал тут сюда? Блядь, зачем я так сделал? Бля, кто-нибудь прикрывайте. Есть пробитие. Сука, все пробивают. Умираю. Машина уничтожена. Ну, у нас все. 1350. Ну, я даже не понял, играл я или не играл. Вот видите, когда я что-то рассказываю, я не играю, поэтому, блядь, очень сложно. Нам надо научиться рассказывать. Вообще, долго надо сидеть в ангаре и рассказать. О чем это я? Давайте я дорасскажу, а то тоже бой. Я вообще не понял, я на автопилоте. Смотрели фильм «Клик»? Я точно так же играю на стримах. Он же фильм «Клик» с Адамом Сэндлером, кто смотрел, плюсики в чате. Он, короче, мотает свою жизнь. И когда он перематывает свою жизнь, он как бы живет, но живет на автопилоте. Кушает, спит и так далее, и так далее. На автопилоте все делается. Он сам не контролит сам себя. Точно так же у меня на стримах происходит, когда я начинаю что-то рассказывать. А я всегда что-то рассказываю. И поэтому, когда играю в танки, я что-то начинаю рассказывать. Иду в бой, не смотрю на сетап, на карту тоже не смотрю. Я вообще не нахожусь в бою. Я играю тупо на автопилоте как бот. Смотрите, вот такой вот тупой клоун сижу. А мои мысли где-то там. На сцене. И он рассказывает. Я вот так. А игрок, который должен играть, он где-то сидит. Дебил вот такой вот сидит и играет. На автопилоте. Он не играет. У него мозгов нету. Он вообще сидит и как... Я не знаю, как дерево, как полено сидит и играет. А человек, который должен думать и играть нормально, этот человек находится на сцене, на другой стороне. И рассказывает людям. Здорово, ребята! Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. Из-за этого у нас на стримах мы вообще не играем. Мы вечно тупим, умираем. Вот. А в молчанку играть я не могу. Я все равно что-то обязательно... Чат надо закрывать, то ли. Вот. О чем я рассказывал, кстати? Про региона, да. Поэтому регион красавчик, молодец. Вот. А мы не молодцы. Мы даже челлендж не можем выполнить. Поиграть бы. Так. Карчы тугар стримныгында. Карчы тугар стримныгын бу Вячеслав Давыдов. Вот скажите мне, кто не стримит не ради денег? Вячеслав, у меня вопрос. Ты думаешь, что я такой вот 37-летний человек стримит из-за того, чтобы выпендриваться вам, что ли? Чтобы просто вот так вот включить стрим и такой довольный. На меня смотрят люди, заебись.
Вообще шикарно, люди на меня смотрят, столько лайков мне прожимают, заебись, моя жизнь удалась. Заебись это стримить, включаю стрим, у меня столько-то онлайна, заебать, они смотрят на то, как я играю, заебись, жизнь удалась. Если ты думаешь, что я 18-летний парень, который просто стримит ради... Это школьник может стримить просто так, чтобы на него... Этому я могу перевести своего племянника с Верхневильска. Я могу посадить его здесь, и он будет стримить для вас. Совсем бесплатно. Ему и похуй на ваши деньги, потому что он радостный, такой вот маленький человечек, сразу сидит и сразу радостный. Он на меня смотрит, у меня есть чат, кто-то пишет. Радостная, довольная, такой физиономия лица сидит и рассказывает, и ты смотрите, такой, о, пацан стримит бесплатно, и вы такой, браво, очень хороший ребенок, стримит просто бесплатно, не требует никаких донатов, вообще ему похер на все, он не как Зохан, он не дебил, он молодец, и вот такой. Вы думаете, что я, 37-летний человек, мужик в конце-то концов, стримлю просто из-за того, чтобы получить какие-то лайки? Или чтобы просто стримить за бесплатно просто, чтобы не надо мне донаты отправлять, ребята. Вообще мне не нужны ваши донаты. Я стримлю просто так, ребята. Я хочу повыпендриваться. Мне нравится быть в центре внимания. Наблюдайте за мной, мне это очень приятно. О, как мне... Боже, как я рад, что вы на меня смотрите. Заебись, жизнь удалась. Вячеслав, если ты так думаешь, то жаль тебя огорчить, но это не так. Схуя ли это должно быть так? Стример, вот, например, я могу показать кучу примеров. Если даже топового стримера давайте возьмем. Ну, давайте возьмем станкистов, да, Грани, Левша, кто там еще, Клумба, Джов. Вот, если бы им вообще никто не отправил донаты за 2 месяца или за 3 месяца, они бы стали стримить, Вячеслав. Ты сам подумай, о чем ты спрашиваешь. Они бы не стали вот стримить. Нахуя им стримить, если стрим не приносит какую-то прибыль? Они же взрослые люди, в конце концов. Они же не семиклассники какие-то или шестиклассники, которым просто нужно быть в центре внимания. Им на это похуй. Это работа, ребята. Почему люди идут на работу? Вот ты, Вячеслав, почему идешь на работу, например? Или Вячеслав, наверное, думает, что человек... Вот те люди, которые работают на Ютубе, которые снимают всякие блоги, или люди, которые ведут эфиры на НВК, Саха, они работают за бесплатно, просто так. Молодцы, блядь, на телевизоре за бесплатно. Они же просто ведут эфир и все такое, все. Они бесплатно работают. Ты с небес, пожалуйста, спускайся немножечко. Никто так не делает, ребята. Этот канал создан для того, чтобы был хоть какой... Я не требую, чтобы от меня, чтобы люди мне присылали донат. Но есть люди, которые это поддерживают. У нас все делается... Донат это чисто по своей доброй воле, понимаете? Кто хочет отправить донат, тот отправляет донат. А кто не хочет, может хоть целую вечность не отправлять. Таких у нас куча, 96% у нас состоят из таких же людей, понимаете? Я их не осуждаю из-за этого. Но если вообще у меня на канале не будет никакой поддержки, никакого доната не будет, то нахуя этот канал нужен, ребята? Зачем, Вячеслав? Как думаешь? Мне вообще в последнее время не нравится особо стримить. Но я пытаюсь это стримить. Блин, я давно не стримил, и поэтому я все равно включаю стрим. Я на стримах даже в танки не могу играть нормально. Но я все равно это делаю, потому что я надеюсь. Просто иногда надеюсь, давай-ка я включу стрим, и может быть, сегодня настал тот день, что кое-кто отправит мне донат. Это будет круто. Вот только из-за таких надежд я и стримлю, ребята. В ожидании, понимаешь? Когда сидишь, может быть вот такое. Несколько дней вообще
у тебя дохода 0. Ну и похуй. Ну то-то. И вдруг какой-то день, бац! Какой-то счастливый человек приезжает и начинает вот так вот. Иди-ка сюда. На тебе деньжаши, бля. Вот такие вот люди есть? Есть. Вот из-за того, что ты ждешь таких людей, ты начинаешь стримить. И ждешь. А те, кто думает, что стример должен стримить за бесплатно, просто так, чтобы выпендриваться перед всеми и делать контент. И знаете, я не такой в жизни. В смысле, не настолько такой. Просто когда я веду стрим, я пытаюсь, чтобы вам было интересно. Поэтому я очень дохуя много чего рассказываю, что-то творю, пытаюсь как-то рассмешить вас иногда в некоторых моментах. Иногда такое бывает. Хотя я могу играть просто как робот, просто сидеть и тупо играть. По абсолютному похую. Но я же так не делаю. Я хочу сделать эфир как-то ярче, что ли, или что, чтобы людям было на что смотреть и так далее. И это делается все бесплатно, ребята. Но иногда есть люди, которые поддерживают канал. Только благодаря этим людям, Гаврилу, вот, Фриону, вот, Вечный и так далее, и так далее. Только благодаря донатерам этот канал существует. Не было бы их, меня бы вообще не было на стримах. Я бы и жил без стрима. Мне пофиг. Танцуй, пока молодой. Так что вот так вот, ребята. Танцуй, пока молодой. Меня заставляют донатить. Я сижу в подвале. Спаситель. Шучу. Не надо Донат юлить! сугубо добровольное дело. Я просто поддерживаю стримера. Ну вот, Весня, спасибо тебе. Ну вот, есть люди такие. Хорошие люди. Ну я не говорю, что вы плохие. Ну, у вас проблемы с деньгами и так далее, и так далее. Нафиг ему надо отправлять. Не отправляйте, просто это я ответил Вячеславу, который думает, ты что, ради денег стримишь, что ли? Конечно, ради денег стримлю. А нахуя мне надо стримить, если не ради денег? За что? Чтобы показать себя, насколько я клоун, что ли? Мне вообще сначала, когда я начал стримить, мне было аж стыдно. За себя, понимаете? Мне иногда стыдно, ребята. Вот только вы понимаете, но если бы этот стрим увидели мои родители, мне бы стало стыдно за себя, понимаете, да? Или родители моей жены, вот пускай они увидели бы и сказали, ой, вот видите, мне стыдно. Бывает. Но как я избегаю таких разговоров, например, когда говорят, зачем ты вообще стримишь? Я говорю, зато люди мне отправляют донат. Зато у меня есть какая-то доходность. Вот это меня утешает. И заставляет дальше стримить. Вот так вот. Так что это самое. Люди думают, что я просто так бесплатно, как показать себя, чтобы стримлю. Вы не правы. Сами так стримьте. Хотя есть такие люди. Например, Геликс Макс. Человек чисто по душам стримит. Не из-за денег. А может и ждет денег. Ну сколько же вас много-то? Просто съели меня, уроды. Гори, говнюк. Да. Вот тебя моя команда.
Ну, пускай. Очень приятно, когда играешь на разных танках, просто так. Нервы не играют. John Rito Ghost Watchers-то ойнар R9. Ghost Watchers это что за игра? Не знаю такую игру. HyperX, здорово, Райда. Че оску индебиттер. Оску тума. Что хочу, то и буду делать, ребята. Не надо вот этого. Узбагойзе и так далее, и так далее. Я быстро успокаиваюсь. И я ответил человеку. Потому что есть люди, которые не понимают. Так, третья попытка. Основной калибр. Ну, блин, если я так буду играть... Я вообще играю. О, бля, вообще очень плохо играем. Ну, нахуй. А, блядь, заеба. Блядь, почему я не могу играть так, как вне стрима, сука? Хотя бы 3508 было бы. Танцуй, пока молодой. Мальчик, танцуй, пока молодой. И тихо, что ты хотел ди очоин Никсан на РСУ 5. Тихо, что ты хотел делать? Чайник сангаресу, хангарам бипте уже. Махтал Григорий. Ну, на чифе было бы. О, на раннем я вообще не должен был играть. Нахуя я взял раннего, блядь. Статистику испоганил, блядь. Я вообще не понял, как... какая-то карта была. Вестфилд, да? Бля, такая замечательная карта, а я сыграл как тупой даун. Вообще на стримах нельзя играть на имботанках, потому что сложно же играть. На стримах играем где-то 30%. 70% у нас куда-то исчезает. Пора выдвигаться. А на ИС-4 можно. ИС-4 это ИС-4. Похуй на его статистику. Кстати, скоро выходит новый танк. Заебатый танк. Может, сходим туда в общий тест и потестим этот танк. Как думаете? Ты очень долго зажил. Ну, благодаря скиллу я очень долго зажил на Е50. Просто я знал, что они будут целиться в НЛД, а я вот так использовал этот рельеф, чтобы они мое НЛД просто так не пробивали. И чтобы НЛД был под углом и вот так зад поднимал. Ну, ты сам видел. Это надо так делать. Другой человек бы сразу умер. Они, наверное, даже заебались. Бля, как его пробить-то? Почему НЛД не счется у него? Дебилы. Так, давайте играть. Короче, пора играть. Танцуй, пока молодой. Мальчик, танцуй, пока молодой. PUBG Mobile Артенегарде, Ханера Эми Этанкалы и Райтим. Из Тринана он не он кердируинда. Садись, Махтал. Спасибо. Из 3 гоха. Из 3 гох, но могу показать вместо из 3 защитника 3 принцип. Из 3, к сожалению, нету, но защитник почти танковал спыта. Хотя у защитник туго альбах. У него-то брони-то как бы побольше. Уйди, пожалуйста, уйди, блядь. Уйди, сука.
Вот основной калибр сейчас будет. Только если ты не будешь мешать, молодой человек, на ИС-5. Подтверждаю пробитие. Ну, уйдите, пожалуйста, все уходите. Мне самому надо тут поиграть. Есть пробитие. Давайте все. Пробитие. Бля, не успел. Ну не мешайте, пожалуйста, люди, не мешайте, пожалуйста. Что? Ты на фугасах? Пробитие. Нормальный чел. Есть пробитие. Из пятый дебил. Пробитие не наблюдаю. Шучий нос. Движение невозможно. Гусеница сбита. Пробитие не подтверждаю. Ну надо было сводиться немножечко, да? ТНХ, ты умираешь, что ли, там? Не умирайте, пожалуйста. О, Нет пробития. ну ладно. Стираем тебе память. Броня не пробита. Ну это понятно. Движение невозможно. А как я так не... Гусеница едва держится. Давай сначала вот этого добьем, а то он мне не мешает. Подтверждаю пробитие. Движение невозможно. Гусеница сбита. Пошел отсюда. Уничтожен. А, ну зачем я довернул свою башенку? Дебил. Ну фазу убейте, пожалуйста. 62-ку надо забирать. А я умираю. А, да, блядь! Машина уничтожена. А, грёбаный Лёва, ёбаный в рот. Очень плохо сыграл. Что-то я не пробивал. 62-ку как я не пробил-то в борт? Надо посмотреть. Да. Лохан, что по-русскому, да, стрим? Да. Ну, мы перешли на русский язык. В надежде, что русскоязычные тоже будут смотреть. А то уже неинтересно стало стримить. Мне лично неинтересно. Вам как, не знаю. Мне вообще... Я мертв. Никакой радости не доставляет удовольствия. Поэтому я перешел на русский, чтобы что-то было по-новому, понимаете? А вдруг залетят вот с разных городов и скажут, ну, блядь, надо подписаться и так далее. И так далее, и так далее. Хагалы просто стрим Бардабиджонер. Я же вас уже наизусть знаю, ребята. Я же вас всех знаю. У нас новичков не бывает. Так и будем. Уже год уже Бардабиджонер был народ. Надо новую аудиторию тоже надо собирать, мне кажется. А то я так умру просто. От тоски. —
У человека должна быть какая-то определенная цель. Если нет цели, то человек теряется. По себе знаю. Мотивация какая-то нужна. Может, посмотрим через год, что будет. Может, если у нас все получится, по плану все будет идеально, то будет зашибись. А если нет, ну нет так нет. Перейдем снова на якутский. Вам-то без разницы, ребята, вы же все равно понимаете. Каждый саха знает русский язык, мне кажется. Очень на это надеюсь. Конечно, хакалы так понабыдан интерегиней болар хакаларга. Гамбаран это бенди. Сакалар стриме хангары сакалар отой агаяктар. Вообще акпаякпыт. Заходи на любой канал и почитай чат, одни и те же лица. Мы уже как секта уже. Стрим хангарачилер. Больше нас нету. А вот если перейдем на русский, то у нас шансов будет как бы побольше, если все пойдет гладко, потому что русских-то очень много. Это же Россия, детка. Понимаете, да? Россия барт хакалар бит олла хакалар хангар олор бит. Уна хакалар бит стрим көр беттер. Хор ул хангар бил беттер дам стрим дет. Something strange in your neighborhood. О. Something weird. Вот это Кстати, начало вести Канарболунда. Хайдагы. Так. О, Махтал, Ж2357, спасибо за 500 рублей. Кстати, ну че вести канал болдың да хайдай. Да, и мы перешли на русский язык. Я только что объяснил. Почему так? Ну это тестовый вариант. Пока что. Пока не устану. Если через месяц или через месяца два все равно будем сидеть сами. Бу бәбитин би хакалар олар боллакпытна, учалар ки бәп боллактарына, атын омуктар ки бәп боллактарына төттер хакылыгы көйөк бәп. Када кенек бити. Олар бутып. Может, канал и вовсе не... О, блин. Да ладно, снизу уже. А почему я взял Тифа, скажите мне? Когда это я успел взять Тифа? Я опять сижу на автопилоте. Опять я на автопилоте. Кундепанзера надо забирать. Поджога, надеюсь, не будет. Будет, наверное. Ёбанака, да? Ага. Все. Все, зашибись. Зашибись. Иди-ка сюда, маленькое говнецо. На тебе. Ублюдок сраный. Вот так вот. Иди сюда. Сюда, я сказал, иди на тебе. О, блин, нифига залетел этот как. Мотивация от демонов из ада.
Вечный спасибо. Блин. Да кисот ты, ёк. Бля, нарум, бля. Я скример бар. Акарва скример. Качетный чей, виракат тенем куаган. Вроде скример нормальный по денежищам, бля. Но всегда пугает ее, посмотри. А где он был? Я уже забыл. Минус уши. А вы представьте, у меня громкость 100, на 100 стоит, и вот с наушниками как бы сижу. У вас по-любому стоит не 100. Так, надо что-то делать. Так, шар футур тут стоит, значит он контролирует, да, и фазу, и есоту, и есотову. Надо в это время... А, я не успел уже. Я уже не успел. Если бы я не светился, да, было бы идеально. Он бы поехал в эту сторону, и тогда я бы его поймал. Дал бы 2 тычки. А сейчас он этот чувак знает. Он уже в курсе, что я тут. Кстати, как вам новый стиль? Смотрите там. Там, короче, это самое... Смерть, коса смерти называется. Походу. Так, ВКшку ждем. ВКшка молодец. Вот. Так, арта у нас какая была? А, шар футур ты бросил есотово. Сзади он может по мне лупить. Вот о чем я говорил. Оп. Ага. Можно вкатить или туда, или на И7, но я поехал на И7, но походу зря, потому что сейчас ТВП же может заехать ко мне. И все, я как бы труп. И рта у них есть. Ага, давайте вот так. Опа, вот. Так, арта откуда? Вот отсюда. Могу его засветить. Может быть. Это не точно. У ТВП сколько хп? Вот, я сказал, что могу засветить. Да. Ну и похуй. Ишь ты хитрый, а? Ну этот бой мы затащили, конечно. Вот так откуда? Столько красавчик. Молодец. Может на похуй поедем? Он на голде или не на голде? Все, он на КД. 20 сек. Заряжаем фугас. Ну, опять же урона очень мало, блин. Урона очень-очень мало. В последнее время на чифтене вообще 5, 6, 7к урона вообще... Что-то я давно не видел. То ли я потерял вкус чифака, то ли что. Не знаю.
Теперь будет стоять 50. Дискорд. Стоять 50. Дискорд есть? И Дискорд есть. Бакосия родная. Бакосия. Бакосия. Вы откуда, Бакосия? Странное имя. Дискорд это в смысле Дискорд канал, что ли? Я еще специально убавил. ВК, друзья, принимайте, я скинула заявку. Да, принимаем, друзья. У нас ВК есть, что ли? Этот самый стример недоделан. У нас разве есть ВК? Сейчас посмотрим. Бакосия, да? Друзья. А, у меня ссылка есть, должно быть. Ага. Показать все. ВК тоже Бакосия, да, или как? Михаил Урож, Дмитрий Житев, Вова, Степан. Ну, 35-38 заявок лежит, да? Бакосия. Это ваше настоящее имя, Бакосия, или... А, Балзан Искакова, может? Ну, там у вас определенно имя другое, походу. Так, может сразу на английский перейти? Окей. Very, very good. English party. I Englishman. I gaming with... I game... Играю, как будет? I game in World of Tanks. I very, very good gamer. Very, very good. Так. О, сестричка фотку закинула. Так, что они там делают? Вот пол сделали. Ага. Ремонт делают. Моя родная сестра купила квартиру. И там, короче, нужен ремонт. Короче, этого года, черновой вариант. И мы ремонтируем. Ну, не мы, конечно. Какой-то чувак ремонтирует. Ну, а я... Ну, я просто слежу за тем, чтобы нормально работали и все. С Казахстана. А, ясно. Понятно. Поэтому и имя. Казахстанское. Не казахстанское, а казахское. Ну вот, видите? С Казахстана на нас смотрят, ребята. Уже что-то есть. Как только мы начали болтовать по-русски. А вы говорили, ты дебил, не надо на русском, надо по-якутски разговаривать. Ёпте. Вот уже что-то есть. Люди уже начинают заходить, понимаете? Если она пишет в чате, это означает, что она подписана. Вот видите, она-то подписалась. Уже что-то есть, ребята, начинается вот эта движуха, движ впереди. Так, минутку. Чё вы как дети-то? Так, имба. Типа, да? Не имба ты. Говно ты. Кстати, я не получил этот танк, поэтому я его ненавижу. Поэтому специально буду фокусить вот этот танк. Ух, ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. А, оттуда, что ли? В смысле, а как он? Ну, ладно. Бам! Ну, переведенка есть, могу сказать.
Обожаю, как ты разговариваешь. Ха-ха-ха. Ну, ха-ха-ха не надо было читать, на самом деле. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха написали. Вечно я читаю, когда люди пишут а-ха-ха-ха, я читаю точно так же, как написали. Другой человек сказал бы, ну и посмеялась. А я а-ха-ха-ха написала, говорю. Вот. Дебилов никто не отменял. Так. Чё, я долго годами тут буду стоять, что ли? Ну а что делать? Разве у меня есть выбор? Выбора-то нету. Так. А мы проигрываем, вон там уже. Ах ты, зараза, есть сотый, там поехал, да? Ленин-то завещал делиться, а ты со своим ХП не поделился со мной. Ну, у нас лиф. Давайте играем на урон. Давай. Бач. А где моя альфа? О, да ну! Блин, ну не надо было, а? Это же мой потенциальный урон был, 2000 урона. Просто. Вот когда не надо, помогают. Если бы я был шотным, если бы было бы дело так, что он меня убивает через 2 секунды, то эта гребаная бабаха не убила бы этого засранца. А вот когда не надо, вот потенциальный урон 2000 урона, все, я его забираю. 2000 плюс к урону. А его убивают просто бабаха. И не надо спасибо, что я помог этого. И что ждет, сука, благодарности он ждет, по-любому. Вот видишь, Стив, я тебе помог. Если бы не я, ты бы там умер, вот. Как бы, зараза, а? Я что, звал на помощь, что ли? Ах ты говнюк. Так, фугаса не надо. Не, где бы нам засейвиться? Вот о чем надо думать. А вдруг затащим? Это же деф. Всякое может быть. Ну, давай, бабахи. Вот. Надо вот этих разбирать по-быстрому, мне кажется. Потому что я тупой. Походу. Но нет, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. У меня что-то начинает. Только не в каток, пожалуйста. А не прихуел ли ты? Блин. Никто не поможет, нет? Блять, откуда фугас у меня? Ябаный в рот. У меня фугаса-то не было. В смысле, я не специально так? Ай, да. Ага. Этого и ждал. Танцуй пока молодой, Ну блин. мальчик. Танцуй пока молодой. Челлендж. 3 кило и Не 300 надо! рублей. 6-10 уровня. 3 попытки. Блин, я без быка очень... О, все. Приехали, здравствуйте, приехали. Ай, блин, быка сломали. Ну, вот видите, на чифтене вообще у меня ничего не выходит в последнее время. 252. Когда ты играешь на 8, 3к урона делать, это изи.
А вот когда берешь на Чифтейна, то у тебя вот 2200. Блядь, 2200 это на шестую. У меня Т-34, 85, 2000 постоянно кидает. Это 6-й уровень. Чё так сложно? Чё такой сложный-то, а? Я не понимаю. Тут сердуха должна быть 3500 минимум. А у меня 3257. Это очень плохой показатель. Это... Когда как на раннем у меня 3500. 3500 было, но мы слили из-за того, что вы играли на автомате в последний бой, да? В последнем бою. Ну, блядь, на Чифтейне 3250 это очень-очень слабый показатель. Это даже не показатель, это... Не знаю. А говорят, танк имба. У Яги, например, 3К. 780, ну, 3, да. Угу. Ну, на нем сложно я играл. Но зато 2 отметки взял. Или как. 260-м 2 отметки взял. Даже на 260-м у него сердуха почти как у Чифа. 250 было там, а тут 3137. Ну, 3150 округлим, да? Почему на Чифтейне так сложно? Просто по боям у него или... Не везет, короче. Как-то очень сложно. У нас и побед даже нету, оказывается, да? Так, читаем. Челлендж 3 килла и 300 рублей, 6-10 уровни, 3 попытки. Ну, давай. Спасибо, Вечный. Так, 3 килла и 300 рублей. 3 килла. Ну, 3 килла, конечно, это самое. На любых уровнях. Ну, давайте начнем с Чифтейна, да? Ну, давайте с Чифтейна начнем, чтобы научиться. Ну, 3 килла, если я не сделаю на Чифтейне, то все, удаляем игру нафиг. Восьмерочки. Но смотрите, восьмерочки меня наоборот пугают из-за того, что на восьмерках, знаете что? Вся команда может залететь вот сюда, а мои долбоящеры только 3 человека или 2 человека поедут. Просто когда играю на восьмерках, мои союзные восьмерки, они умирают за 2-3 минуты. Поэтому мне за 3 минуты надо успеть сделать побольше киллов. Ладно, я поеду сюда. Одна арта. Какая? 261. Ну, понятно. Ну, сейчас посмотрим, что да как. Ну, тут не то, что 3 килла, надо 6 киллов делать, наверное. Минимум. Но хотя будем играть на урон, потому что... Давайте сегодня, может, поиграем на Чифтейне и попробуем сделать 3К средухи на Чифтейне. Кто хочет, чтобы мы сегодня играли весь день на Чифтейне? Плюсики в чате. Или Чифтейн вам вообще не интересен? Можем попытаться вот поднять средуху. Ну, есть любители Чифа? Нет? Так, один фраг есть. Эх, вечный. На вашем счете недостаточно средств скоро будет. А не надо было вот так вот шутить с Зоханом. Все, надо давить. Не на.
Ну, очень сложный бой на самом деле, потому что тут восьмерки, на чифтейне играть с восьмерками, это очень сложно, ребята. Очень потный бой. Даже Клумба не умеет так играть. Вот смотрите, очень... Так убивать Гусора на чифтейне, это очень сложно. Ребята не могут. Ребята, у которых 70% побед, они не могут так играть. Только Зохан так может убивать. И я поставил на каток Шкоду Т-56, что очень сложно. На восьмерках, с восьмерками играть на чифтейне очень сложно. Все об этом знают, вы тоже знаете. Поэтому мне играть тут... 3 фрага сделал, 300 рубчиков сделал. Вот видите, очень сложно. Серьезная игра. Ну ты сволота. Давай это, вкати. Сранец. Все довольно серьезно. Серьезный бой идет, ребята. Очень серьезный бой. Любой бы на моем месте уже бы умер от восьмерок. На чифтейне. Но я не хочу получить от борща и из ТРВ. Все, они на КД? Теперь уже придется получить, да? Ага. Такой радостный такой. Довольный такой, а? Че ты мансуешь? Че ты мансуешь-то? Надо заходить с той стороны, походу. Угу. Очень сложный бой. Люди все волнуются. Все взяли себя за сердце, вот так вот. Как же он выживает, этот Зохан, среди восьмерок? Как же ему сложно? Болеем за нашего пацана. Какой же потный, очень сложный бой. Как он выжил, как он это сделал? Как Зохан выживает среди восьмерок? На чифтейне это просто безумие какое-то. Говорят комментаторы. И все такие, блядь, ебать, это скилловый игрок, Зохан. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Охотники за танками. Здравствуйте. Мы предоставляем вам Индегаста АБРР. Ты лучший стример Руся. Так. Нравится твой творческий подход. Ну-ка. Главное, твои фанаты жадаем больше стримов. Псы лично жду выживалки. Опа. Вот так вот. Что вы теперь на это скажете? На чифтейне челлендж выполнен. Ограбил, получается. Нет, никто никого не ограблял. Это законно. Ты в интернете почитай, что такое ограбление. Все это самое. Все законно. Все абсолютно законно. Мне сказали 3 фрага. А я сделал 4. Еще 4 сделал. Еще довольно такой сложный бой с восьмерками. Это вам не бой с семерками, с четверками, с пятерками. С восьмерками. Да. Так, у нас еще один залетел донат. Сейчас почитаю. Что-то я... Ограбил. Спасибо, Вечный. Теперь еще микрозайм. 500 рублей. Здравствуйте. Мы предоставляем вам Индегастабр. Ты лучший стример Республики Саха-Якутия. Нравится твой творческий подход. Главное, твои фанаты. Ждем больше стримов. Псы лично жду выживалки. ПС, я думал, псы. Ладно, микрозайм, спасибо. Махтал за 500 рублей. Хуя. Не, у нас серьезно счастливый день, ребята. Уже 2800 доната, что ли, уже? Нихуя, ребята, вы на это.
Так, тогда это самое. Немножечко подправляем. Вот так вот делаем. Давайте вот так. Хоп-хоп, хоп-хоп. Вот так вот. 3500, вот так делаю. Ну, а вдруг бурундук. Так, лайки ставьте, ребята, пожалуйста. Сори, я не играю. Это я читал. Мобильный банк отправили деньги на компе. Григорий Дмитриев. Напиши, Григорий. На мобильный банк. Ну зачем? Не надо отправлять. Я и так уже, у меня уже донат есть. Как бы, дракон. Посмотрим, дракон, какой-то дракон. Дон Дракон Уилсон может. Ага. По технике смотрим. Вот сейчас я покажу, как я смотрю. И смотрим на СП2 бой. На СП2 у него 1000... О, Кранваген 2700. 2400. Здравствуйте, от региона привет. Ок, мистер Ноториус, красавчик, здорово. Нихуя так все залетел на 1000 рублей. От региона привет. Регионы тоже передай привет большой моему другу. Только регионы не рассказывай, что ты мне отправил 1000, а то он будет злиться на тебя. Нехорошо ты делаешь, скажет он тебе. Что ты ему это Зохан отправляй? Мне? Я же твой регион, я же твой стример. Ты почему мои деньги, которые ты должен мне прислать, почему ты Зохану? Отчет быстро делай, скажет тебе мистер Ноториус регион. Так что это тихо. Это только между нами. Только между нами. Никак... Молчок. Я все молчу. Так, ну вот видите. Вот этого берем, дракон 1980. Он отправил заявку на наш клан. И вот смотрите, о чем я рассказывал. Вроде бы человек такой-сякой, да? Ну, как бы ни о чем, да? И сразу думаешь, а зачем его брать и так далее, и так далее. Ну, такую себе игру. Но, смотрите, на последних танках он заебато же играет. Даже на чифтейне, смотрите, 3478. Получше меня вообще играет. Вот этого берем. Так что вы тоже отправляйте свои заявки на наш клан Min72C. Лично я сам буду брать брать в клан тех, кто отправляет это самое, как там будет, тех, кто отправляет заявку. Так что ждем ваших заявок, ребята. Min72C, клан. Можно сказать, что это и мой тоже клан, потому что наш генерал Алексей Егоров, Эркен, вы знаете его, некоторые из вас знают его, те, кто живут в Якутии. Это его клан на самом деле, но я правая рука, зам. Так что с нами будете катать, все будет зашибись, этого берем. Так, золотой. Золотой у нас кто? Золотой у нас золотой. Ну, этого тоже... Игрок недавно покинул кого. Не, он же вышел. Ага, Чехословак. Это кто? Давайте посмотрим, Чехословак это кто? Из Чехии, что ли? Чехословак. Обычно мы брали только якутов, но... Якутский клан, но... Чтобы сделать онлайна побольше, надо бы... Ну, я же не могу у них спросить, ты кто по национальности и так далее, и так далее. У нас же есть русские, Бабай, например, есть. У нас и Годзи был. Ладно, это мы посмотрим дальше. Так, что это у нас? Дратутти, дорогой друга, ты очень нам нравится. Тебе плохо не да. Ты друга. Тащи, пламенные генные привита.
Ли Чо Сан говорит. Здравствуйте, дорогой друга, ты очень нам нравится, тебе плохо не да, ты друга, тащи да, пламенный огненные привета, говорит Ли Чо Сан. Ли Чо Сан, здравствуйте, это самое, блин, я-то китайский не знаю. Здравствуйте, спасибо, дешево. У нас приходи в столичный рынок. Штаны будешь покупать? Скидочку сделаем. Ли Чо Сан. А хотя он, наоборот, сам работает в столичном. Привет столичному рынку. Я приеду к вам. Так, спасибо большое. Железный век. Кстати, когда мне дадут этот... мой компрессор. Люди уже танк получили, а я этот гребаный компрессор я до сих пор не могу получить. Это нормально вообще? Люди уже не то что танк, уже стили свои взяли. Ну, я тоже взял. 5 стилей и так далее, и так далее. А вот улучшенный нихуя дофига улучшенный, что ли? Это же нормально. Обычный просто компрессор, просто боновый. Но его не выдают. Что-то долго не мутят. Мутные дела происходят, ребят. Так, давайте быстро почитаю чат и погнали еще. Танцуй пока молодой, мальчик. Танцуй пока молодой. Учу гей-стримы Захан удачи Нинхото Русайда Тураргар Кыра поддержка. Махтал Ирина, спасибо. Ну вот видишь, даже девушки как вам не стыдно? Молчите, это те, кто не донатит. Ёлкалар. Даже кызгыдыр бу. Ирина молодец. Ирина махтал. Так, давайте я почитаю. Яков, 4-й час еще есть. Так, где я остановился-то? Мобильный банк. Ага, заманчиво. Как четко 111 лайков, говорит Бакоси. Угу. Сори, я не играю. Это мы читали. Урут Fallout дем бары постапокалипсис ньюс саңата бары болу да, девит Fallout. Не знаю. Fallout? Fallout, конечно, будет есть. Fallout 4 последнее, что вышло, да? Ну, не помню, там надо посмотреть на интернете. В интернете. На интернете. Под интернетом. В интернете. Вот. Вот видите, учусь. Яков Якобовский, 4-й час и онлайн еще есть. Ага. Взвота. Давай 3 кило, и я желание исполняю. Хе-хе, нормальная мотивация. Так, что могут быть у меня желания? 3 кило, и я желаю. Давай, Бакоси. Я сыграю, потом желание свое скажу. Угу. Опять грабить начинает, который раз уже. Ага. Исполни мое желание. Хочу, чтобы у Зохана стало 500к подписчиков на первый раз. Нормальное такое желание, Юрий. Здорово. Хотя бы 10к просил бы. Ну, давай тогда 10к на первый раз исполнишь. Окей, ждем. Это все я запись сделала. Ага. Микрозайм процент батини. Оно чуть-чуть марантан стрим. Был. В ленте очень смешно. Oh my old friend, what's up for you? Conor McGregor. My дела, окей, very делашки. Нормально по-английски как? Норм, very good. Так, Бакоси молодец, спасибо от всех подписчиков. Обнял, поднял, давай сразу полоску на 5к делай. Ты его и мы тебя. One game kill of $500. Let's go. One game kill. Ага. Челлендж бердилер. Көрзоқан. Тоқтар. One game kill. What the fuck game kill? One game kill. Олат қайдақ. В одном бою kill. Ладно, көрі осқытат. Әсімені тәретей челленджі айкеті бәтті $500. Атахым ебәу. Сотырса әвкі біріқі көрәр дебіт. Көріқпет көрдім бұғылағы кәшбек кенін. Ите ән егін ұлым да кемер ұлым. Малчим долларынан арбы үппіттері болу бүгін қойқылы жастримнігін бұ чемпион ден
чемпион ден эн болаган дебит. Стас флоу килбит. Зохан эн чемпионын мен эн чемпион болагыттан олхун ден юревин ден хурбит. Стас флоу мактал болуктун. Мен мигин бол батак дебитте катуу кайданы болла тук оттырдым дебит. Нет, токтайданы бол бата. У нас все нормально. Что ты начинаешь-то? 4300... Токтара, 5400 нихуя, бля, донаты залетели. Ну, надо менять, оказывается. Токтара, östekelle, что ли? Токтара, ходай. Так, я не понял. Личо-сан плюс Ирина плюс мистер... Або мистер Notorious 1000... да. 1000 рублей, ага. Это мы же... Я думал... Ладно. Так, меняем, давайте на 5000 тогда. Чего мы это не можем, что ли? Можем же, когда хотим, когда хотим. Можем же, когда хотим. Не, вообще, наоборот, интересно, когда ты как... Токтара? У нас челлендж же был. $500 от мистера Notorious. И за килл. И за 3 килла у нас 3 желания будет исполнять как там было? Бакосе. Бакосе. Ну, желания будут легкими, Бакосе. Не волнуйся. Очень-очень легкие желания. Во-первых, жениться нам не надо. Во-вторых, переехать ко мне жить. В-третьих, родить 10 детей от меня. И все. Ну, там довольно все очень легкие такие вот легкие желания. Маленькие, ну, не то что желания, как бы маленькие, минимальные желания на минималках. Там ничего сложного. Будь осторожна, Бакося. Не играй с огнем. Поосторожнее там со своими желаниями. Зохан-то тот еще ублюдок. Не с тем ублюдком ты с желаниями играешь. Надеюсь, этот стрим моя жена не видит. А то мне кажется, или это мой прощальный стрим, ребята. Так что это шутки в сторону. Чё вы шутите-то? Чё вы с Бакосей так шутите-то? Не я же говорил. В чате пишут. Это я с чата прочел, Бакосе. Это не мои слова. Я сразу того, кто это написал, удалил сразу. Заблокировал. Так, ладно, я вообще этот взял. Давайте играть, короче. Маус, суперконь, ТВП, ушка. Так, у меня 55-й. Маленький засранец по имени Лов 10. Ну, молодец. Хотя, откатись назад, там. Маус остался, суперконь остался. Нет, суперконь едет, но он медленный. Надо по-быстрому убивать вот этих людей, засранцев. 60 ТП мне поможет. Мне бы тут еще одного СТ. Неплохо было бы. И чтобы ты выживал. Ну, ты маленький герой, конечно. Но... Слишком... это как он приехал-то сюда? Почему у меня такое чувство, что я умру? Ваши люди, нет. Ну вот. Я по красоте. 460. Ладно, Бакоси, живи счастливо. Не надо. Не собирай свои вещи. Не надо собирать свои вещи. Все нормально, я челлендж не выполнил. Так, мистер Notorious, $500 не надо тоже отправлять. Челлендж не выполнен. Ну, хорошо сыграл, 400 урона. Это гайд на мастера, я думаю. Зря я вышел вообще. Это ушко испоганило. Как он туда залез? Как только я увидел ушку, я начал это самое.
Не начал, а растерялся. Понимаете, да? А чё у нас сегодня дреда нету? Let's then have one ring, 5 kills, 200 one ring, 5 kills. Я не понимаю, о чем ты пишешь. Let's then have one ring. Ring? Не-на-на-на-на. Бля, я буду на Яге играть. Так. Челлендж быть тухненький. 3 килла и 3 желания было. И 1 килл $500. Ну, насчет $500. Это шутка такая была, походу. Бакоси, наверное, уже убежала. Ну, убежала, походу. Я был мотивация, поддержите, да, куда было. Ну, на тане вот. По вон оттон матут, а. Ну, ничего страшного. Зато я счастливый, донаты-то залетели, ёпарасите. Какой нафиг там Чифтейн? Похуй на Чифтейна, могу вообще продать. Ай, когда ты этих... Я 100 тысяч Чифтейнов могу купить за эти деньги. Кстати, смотрите, это мой новый скин. Смотрите, вот. Японский. О, японский городовой, смотрите, вот. Всех, блядь, поубиваю. Как бы вот. Японцы, смотрите. На Саха похожий, да? Уранкай. Как вам новый стиль? Это новый стиль от ГК. Кто участвовал в ГК, у тех есть такой стиль. Если они это купили. Как вам стиль? Нравится? Плюсики в чате, кому нравится вот такой стиль. Мне кажется, очень так красивый, охуенный стиль. Конечно, 2D стиль. Но ничего. Зато нормальный стиль. Прекрасная возможность заполнить шкалу донат. Процветание каналу Захан. О, Саска. О, правильно. Спасибо, Саска. Махтал, Лухан. Так я не испугался. Ну, это самое... Надо взять момент, когда я слишком долго молчу и так далее, тогда страшно. А так. Спасибо. Вот это я называю танк. Японский городовой. Это вам не бабаха какая-нибудь. Это пиздец, ребята. Машина-убийца. Убийца. Убийца-зверь. Убивает все подряд. Ну и всех. Бом! Пока-пока! Привет, с Якутии. Как бы говоришь, а у нас тут бардак. Но я же не могу возвращаться. 907, убирайся, бля, проваливай нахуй. Сука ты. Бом! Я ваша смерть. Вот такой вот танк. Можно Ок. Тихо. Ах ты шалун. Ладно. Угу. Так.
Ну, нужно... Ну, зачем вы захватываете? Ёпта, ну, будьте мужиками, нормально. У вас же все... Вы же все равно не проиграете. Зачем они берут базу? У них же все прекрасно, хорошая победа, за что и поздравляю их. Ну, можно же добивать вот этих... Нас же мало, очень-очень мало. СТРВ, давай, едь сюда. Просто те, кто взяли базу. Ну, зачем взять базу? Можно же добить, нормально, урон. Ну, они знают, что они не успеют, может быть. Ну, им похуй. Ну, ладно, все равно. Немножечко урона. Давай еще раз. Так. Конор, что так долго переводчиком пользуешься? Или переводчик медленный? Зохан, 704-га Тутуру Робин. На 704-м, я не знаю, я на ПТ не играю. Ну, если бы у меня был 704, была бы 704-ка, я бы, например, да? Что можно взять? Стереотрубу, может быть, рога. Если играешь от кустов. Если ты не играешь от кустов, можно оптику. Но мне кажется, что рога нужны, потому что вне кустов он танк так себе. Ты все равно же не будешь атаковать на этом танке. Поэтому рога, стереотруба это рога. Если не знаешь, что такое рога. Ну, а вдруг, да? Плюс улучшенный прицел я бы поставил. И поставил бы досылатель. И все. Или на свое усмотрение. Вместо улучшенного прицела можешь поставить и либо вентиль, либо... нет. Либо вентиль, либо улучшенный прицел. Больше я ничего не поставил бы. Почему люди такие злые-то, а? Почему они это... по мне лупят-то? Ага, шот дал. Ну-ка, ну-ка. Не надо. Товарищ, не надо. Да ладно, там... О, я умер. Все, я умер. А как я выжил? Ну, пока пока информации нету. Это первый общий тест. Потом второй будет, наверное. И потом выйдет. Где-то в сентябре. Или в конце августа. Но мне кажется, будет в сентябре. Потому что они не успеют. Ну там у них и имбоватый танк сейчас выходит. Поэтому я думаю, второй общий тест тоже нужен. Они должны пересмотреть нормально. Лично мне так кажется. Ну там Фоч стоит, а я его не вижу. А почему у Фоча такая хорошая маскировка? Кто знает? Ну я пока не буду лезть на рожон, потому что у меня нету ремки. Ремка обязательно нужна для этого танка.
Поставить на каток и все, я умираю. Лучше подстраховаться и подождать ремочку. Можно даже подождать вот тут, чтобы пострелять на проезжающих. Рано или поздно по-любому вкатят. Больше вариантов я не вижу. Этих все равно не засветим, и этот не засветит. Кстати, там у нас Т-30 стоит. Все на позиции. Стоим, выжидаем. Что еще делать? Подставляться не надо. Закон Маунтин биле саңат ноньон көрөк коснуля армиятеринен замоктар загожашат есай деген деп күрдік. Да, Mountain Blade 2 я играю. Есть у меня Mountain Blade 2. Хватит колесиком баловать приближающие для глаза. Ну, это у меня какая-то хуёвая привычка. Извиняюсь. Всегда так делаю. В начале боя я всегда вот колесиком играю. Не знаю почему. Мне уже в который раз замечания делают, но я при этом, ну, не знаю, привычка. Не могу с этим ничего поделать. Сам тоже думаю, зачем я так делаю. Вот так стою и всегда в начале боя вот так делаю. Смотри, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, у меня-то глаза не валят. У меня FPS сколько, смотри, сколько, 230 FPS. Без стрима вообще, без OBS программы 300 с чем-то FPS. Ладно, я спать. Лайки ставьте, ребят. Ну вы воевать будете? Нет, ёбаный в рот. Заходите давай. Вкатывайте, вкатывайте. Дармоеды. Я ошибаюсь. Не надо так. Я же их все равно не увижу. Разве что после их выстрела. А получать нам не надо. Блин, они... Понятно. В ту сторону надо смотреть. Давайте, ребята, подождите. IMX. Как там его зовут? Опа, давайте людей пригласим. Так, просто так, да? Бом! Куды? Молодой человек. Мне понравилось, а ему не понравилось. Не надо, не надо. Так. ВКшка может залететь. Сколько альфа у ВКшки? У Лука. Убей Лука, старший брат Лука.
Люкантропи. Как там его зовут? Люкантропи. 750. Понятно. Тут подождать или нет? Блин, я могу получить от ВКшки. Давайте вот так, более так. Ага. И стоим. Стоим. Ну, арта умирает, это понятно. Зад мой прикройте, пожалуйста. Залетают. Бом! Что? В какой фугас? Какой нафиг фугас? Я не фугас. Блять. У меня всегда баг такой. Стреляю, а тут на тебе фугас. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пожалуйста. Бум! Ха-ха-ха! Поджог! Что с Ягой сегодня? И вообще сегодня одни поражения почему-то. Одни поражения. У нас русский стрим, так что русскоязычные нужны. Вечный гол взвод. Он на каком серваке? Надо победы поднять победы. Бабай у нас русский как раз. Ну вот Уолтербен термитейнің рекқа барып етгенен барын нұтчылы атаңыры ода. О, давайте вот так. Попробуем. Игорьков в очереди один. Это я, наверное. Так, кто еще есть? Так. А так можно найти, да, друзья? Это... Нет, походу, да? А, не надо так. Демон Дум. Плюс... Бабай. Бай. Уранка это кто вообще? Зовет и зовет. Хай, Ларри. Давайте пока что едем. Значит, в тени... О, наоборот, слили. У нас с поражениями очень-очень туговато, очень плохо сегодня. Вечер не удался. Может, сервер поменяю, что ли? Давайте на РУ-8, может, перейду. Что-то вообще не прет. Одни поражения, да? У нас вообще победы были, нет?
Блять. Ну нахуй. Бля, ВН-8 даже нету. Ну нахуй. Что за бои у нас такие? На восьмерках что ли играть? Давайте на восьмерках попробуем катануть. Обычно у меня в N8, когда в соло играю без стрима, у меня минимум 2700 в N8, где-то так. Обычно 3К. А когда я на стриме, у меня 1800 в N8. Это очень плохо. Вообще не показатель. Это 1800 в N8, это все равно, что ты вообще не играл. Ну, сложно играть на стримах. Для меня. Люди, говорит. Что-то говорит. Ага. Понятно? Вот тут стоят радостные лица. Пронесло. Второй выстрел был лишним на самом деле. Я мог получить огромное количество урона. Так. Ой-ой-ой, не надо. Это пантера засветила, походу. Он выйдет же, да? Ага, не пробил. Тут у нас кто? Там елка светит, никого нету. Значит, с этой стороны можно поиграть, да? Это меня зарентгенили. Буратика надо забирать, походу. Ок, елка едет. ПТ слишком много. С той стороны заезжаем. Может сразу к тяжам поехать? Угу. Кто-то начинает лупить. Теперь надо в эту сторону сыграть. Там, где танки пожирнее. Мне-то урон нужен. Поднять ВН-8 надо. Угу. 430-й. Не кинул. Надо было досвестись немножечко еще, на секундочку. Ой, пусть.
Угу. Канспз не светился. 2 вафли. Одна вафля тут, одна может быть тут. Значит, сзади будет опасно. Давайте как более-менее настороже надо играть. Тихо. Угу. Так, вторая вафля. Еще не светился, да? Вот она, вторая вафля. Сейчас. Ну, пускай. Угу. Типа ты наблюдательный, да? Ладно. В каток. А почему я не пробил? Странно. Остановись. Здравствуйте. Здравствуйте. Нормально у вас? Ну, как-то так я играю вне стримов. Я же молча играл, поэтому хорошо сыграл. Так, Николай, здорово. Здорово, доброго вечерочка. Здорово, доброго вечерочка, земляки, говорит Николай Кривошапкин, здорово. Сейчас доиграю и так далее, и так далее. Играй молча всегда. Ну, молча играть, хорошо, я буду играть, как сейчас. Но, блядь, молча буду играть, скучно будет вам. Молча любой дурак может играть. Кидай, говорит. Стрим-то веселый должен быть, а не на скилл. Слишком. Так, Бабая приглашает Демон Дум. Давайте. Бабай, Демон Дум, заходите. В ТСку зайди, в ТСку. Давай так. Пускай. Нормально же, да? Отписка, здорово. Здорово. А чё, Бабай друзья не принял, да? Не принял. Он едет, походу. Давайте его подождем. Ну вот, молча сыграли и 7184 в N8. Вот такими должен быть нормальная статистика. Здорово, ребята, Бабай, здорово, Демон. В ТСку зайдем или так будем играть? Да, ну, пускай так, да? Или в ТСку зайдем, может, все-таки. У меня стрим идет, ребята. Ну, Демон Дум знает. Кстати, Бабай, познакомься, это Демон Дум. Это Бабай. Он тоже на русском разговаривает. У меня стримы, Бабай, только на русском сейчас уже. Поэтому будешь помогать, как бы. Будешь учить меня русскому языку. Болтовать будем. Давайте на десятках. Берите танк. Тебе на чем надо? Поехали. Ну, на чем угодно. Мне на всем надо. СТ, ТТ, ПТ. Так, сейчас думаю. Можно... Можешь себя немножко звука побольше сделать, Бабай? Тебя очень плохо слышно. Так лучше? Нет, не лучше. Давай тогда в ТС залетаем лучше.
А, ТСК не работает. Оплатите сервер, и он сработает по ссылке. Так, Ноэль Шпиллер, оплати, елка, ТСК. Ты же у нас таксист. А, ТСК не работает, оказывается. Ну, пускай так. Ну, у демона вот звук сразу прекрасный. У Бабая почему-то, не знаю почему. Микрофон погромче надо сделать. Ну, чутка надо... А хотя без разницы. Давайте я буду катать на леопарде. Первый бой. Ну и шпиль, ёка, чё таксуешь, а за ТС-ку не оплачиваешь? Это что за беспредел ты тут устраиваешь? Ну-ка быстро оплатил это ТС-ку. Люди не могут из-за тебя зайти в ТС-ку. Проблема в тебе. В тебе, Ноэль Шпиллер. За что я тебе каждый день за твой бензин, гребаный бензин, я плачу? Топливные расходы. Сразу проблема, сразу. О, у меня бензин закончился. Зохан, выручай, давай мне 115 тысяч долларов. Отправь мне на мобильный. Я отправляю. Как друг. Я не думаю, что бензин твой в баке стоит 115 тысяч долларов. Предложение. Что? Что делаем? Предложение какие? А, ну, раз уж мы на СТ, поедем сюда по походу, но втроем это вариант, не вариант. Давайте вы оба тут играйте, может. Я тут, может быть, останусь пока что. Или сразу вкатываем. А давайте вкатим втроем. Мы сейчас там умереть можем. Мы можем умереть, ведь можем, да. Вот это обидно будет, конечно. Но можем и не умереть. У них тачифтейна нету. Кто там может залететь? Короче, про гетто может. Это вы... А, блин, 2 барабана. Базик еще Надо было может. вверх забирать просто вот этот. Самый верх. Ну, там тоже опасно же. Если это заберут, то сзади будут убивать нас. Нехорошо будет. У нас все нормально. Все. Прыгаем. Убил. А, что? Что? А Йох откуда стрелял? Я не понял. Там прострел есть, да, оказывается. Так, у меня хп немало осталось. Мне надо назад. Угу. Откатывай. Ёбр выходит. Вижу. Ай, блин, я думал, ёбр меня не засветит, а он засветил, оказывается. Я умираю. Я умер, все. Мой скилл игры на леопарде 600 урона. Не, это максимум, что я могу. На леопарде всегда так играю. Самый бронированный танк это ЕБР. Сука, в борт башни. Блин. Да. Давайте на вас посмотрим, как играете. Покажите скилл. Либо вверх забирать втроем. Просто всё. А как сделать Бабая погромче? Так, давайте звук. Голосовая связь. Громкость голоса игроков 83, вот так. Громкость окружения во время разговора вот так сделаем. О. Бабай и так можете всегда играть. Зачем его микрофон?
Что пол лица нет? Да я умер, я... Ну, на леопарде я вообще не умею играть, ребята. Это самый бредовый СТ в моем ангаре. Он только в открытых картах разве что могу что-то сделать. А в таких картах, как вот этот, я не умею. В открытых картах, да, леопард охуенный. Из-за точности. А тут, ну, я наполучал пиздюлей по лицу. Леопард это для статистов танк. Я не статист. Тут надо молча играть на леопарде вне стримов. Во время стрима играть на леопарде это, конечно, полный бред. Но я подумал, что может какая-нибудь открытая карта будет. Типа Мураванка, типа Прохоровка, типа Малиновка и так далее, и так далее. Но мне просто не повезло с картой, ребят. Давай, все нормально, зашибись. Нет, все, уехал. Блять, есть попадание. Справишься, нет? Ну, давай, это копия меня. Ничего, ничего. Нормально. ЕБР, блять, сука, 2 раза его не пробил, блять. Не, зря ты вышел. Ты мог просто вот сюда вкатить немножечко. Чтобы Я по ЕБР получил. Я же выстрелил в ЕБР и получил лишнюю шот от 120. Это. Ну, сейчас месть будет. Вот смотри, Демон Дум отомстил. Да, блять, просто обидно, что 2 раза не пробить в борт ЕБРа, но это, блядь. Рексика, так. Думал, в 3 стволе будете сжать весь вражеский сетап. Ха-ха-ха. Но я понял, ждем 3 отметки на леопарде. А, нет. Я на леопарде даже 2-ю отметку не могу взять, ребята. Это очень сложный танк для меня. Чтобы играть на леопарде, нужен Нойер Шпилер. Это он или Лука может играть. Я не дорос до леопарда. Нет, я могу, конечно, играть. 2 отметки могу взять на леопарде, но без стрима. Это вам говорю точно. Я же во время стрима играю на 30% от своего скилла. О, поджог, красавчик. Сколько урона дал? 3600. О, нормально. Прям как я. У меня 700. 600. Давай, давай, лупи его. Бац! Еще по жесткому дай. Во! Молодец. 4К есть, да? Да, есть. Ну вот, ребята, победа из-за того, что у меня союзники хорошо сыграли. Ну, про Бабая пока молчу, но вот смотрите, вот Демон Дум затащил. И ранее затащил. Красавчики. Так, ну, леопарда точно не буду брать. Да. Давайте так. Давай так. Бабай, что берешь?
Здорово, Зоханевич. Здорово, Мак Игнат. Мечту всех игроков. Ну, Имба. имбища. Да ладно, карта хорошая для раннего. Так, у них кран. 60 FPS, 100 за 55 и 7. Т-т-т-т. Ну, я за угол буду держаться пока что. В смысле, на J1 буду играть пока. Вкатывать я не хочу, потому что... Или сразу вкатить мне вот сюда. Как думаете? Но сверху-то у меня... Не-не. Ага, сверху убивать Вообще будут. Могли в зелень вкатить, в принципе. Да ладно, под двумя артами зачем? Не надо в зелень. Ты так не пугай нас. А я бы вкатил втроем спокойно. Забрать угол, все. Ну там, Убить. видишь, грилечки, яги, они для тебя вообще опасны. 1-2 шота бы получил. Больше бы не. Ну, через 14 тут секунд, будем- пока доедешь через 14 секунд тоже. Ну, и там и стышки тоже будут. Плюс 2 арты добавь. Они по нам стрелять не будут, бабай. Они будут по тебе стрелять, только фокус-то на тебя будет. Лучше давай не спеши и будем играть на победку. Играем на победу, ребята. Не светит. Смотри, ты у нас красавчик же охуенный. Скажите. Да. Пробитие не подтверждаю. Надо было стрелять по есту, а я не стрельнул. Вот такой вот я человек. Некому светить. Броня не пробита. Ну а вдруг, как бы. Блин, у нас стол-то смотрите, куда играет. Эх, Слева, слева, слева. Сотка не пол- о, Пробитие. вот это нормально. Блядь, может поджаться туда? Не, пока не надо, пока не надо. С Ну, центра, они наверное, могут стрелять. Да-да-да, и сверху же там будет. О, гриль гриль. ошибается. А, все. Не-не-не, но его встречает бабаха. Все. Нету больше гриля. И соты. Сейчас, я в оглушении. Блядь. РТКД. Подтверждаю пробитие. Самый страдальный танк на треть метка во взводе... Вроде 907. Ну, вроде 907. А вот теперь, наверное, можешь... Пробитие. Да. Если А он не обычно. семерка выходить не будет, потому что я его буду контролировать. Подтверждаю пробитие. Движение невозможно. Ну, оглушение надо использовать. Движение невозможно. Не надо. Гусеница сбита. Может, не надо, да? Пока что. Необходимости нет. Все равно я на КД. А где этот черт? Пробитие не наблюдаю. Демон, у тебя там все нормально, да? Нужна помощь, нет? Да, да.
Нет, нет, не надо. Повреждение гусеницы. Гусеница едва держится. Короче, мне кажется, уже мне надо вкатить. Да, надо. Но Яга может. Яга. И не только Яга, Базик, не надо было вкатить, блядь, сука. Эх, блядь, ну откуда Яга там появился? Раньше Ну, его Яга не было есть. там, да? Я Он в сети был, да? Она стояла. Я вообще... Бля, не надо было вкатить, блядь, тогда. Я думал, что я вот так вкачу, когда вкатывал БЗ, был там, но я видел его, что он уже едет вот сюда, но я думал, он на КД будет, типа. Быстро я пронесусь вот сюда, убью ИСа 7 полностью. Потом все. Бля, я опять поторопился, вот. Эх, кто спешит, у того ничего не выйдет. Надо 15 минут играть каждый бой. Ну тогда у тебя сердуха будет побольше. Я же вне стримов так играю. Я живу до Талова. Последний человек, который умирает вне стримов, это обычно я. 80%. Потому что я живу очень-очень долго. На похуй. Если надо ждать, сидите ждать, я жду. Хоть 10 минут жду. А тут на стримах ждать нельзя, потому что надо что-то показать. Вот и показал, что не надо вкатывать. Рассмешнил. Ну да, смешнил. Ну я не думал, что там Яга стоит. Они сказали Яга, но уже было поздно. Что, я уже вкатил вот сюда. Я-то назад не поеду никак. Смысл? Я же умру все равно. Задом. Ну затачишь, у нас есть демон. Он же не стримит, ему похуй, поэтому он сейчас хорошо поиграет. Ему говорить не надо, как я, болтовать не надо ему. Он молча будет сидеть и убивать всех. Сейчас увидите, как он затащит. Рано я последний отдал. Угасы можете, блядь. Он... Всё же. Кто-нибудь. Бабаха едет. О, бабахе надо по ТВП, бля. Давайте на других танках. Ну это мой косяк, блядь. Я не должен был вкатить. Ты же, Демон, сказал, боже мой, сказал, я вкатил. Не надо было так говорить. Я про Ягу не знал, но про ВЗ я знал, что он туда едет. Но что-то затупил. Я думал, он на КД, типа. И успею, думал. Наша зелень просто отдали, поэтому тупо стояли. Да, кстати, зеленый дали очень быстро. Давайте я на имбе. О, Биг Босс. Большой брат называется. Мгм. И куда ехать? Ну, направо. Бабай можешь вот отсюда сыграть или
Можешь по жесткому с нами. Но лучше, я думаю, оттуда, да? Да, ему жить надо будет. Надо же будет жить. Долго-долго. Давайте без спешки я сыграю нормально. Сейчас уже нормально сыграю. Все, я уже зол. Сейчас уже буду... Я уже забыл. Я уже очень-очень злой. Сейчас уже буду убивать всех. Все, ребята. Слабонервным лучше удалиться. Я взял имбу, так что... Медленная сотка у тебя. Ну да. Видит Бог, я этого не хотел. Е100, офигенный танк. Там засветили, да? Да, Блин, Там а в как? кустах стоит. здесь, походу, стоит. Да-да-да, ну там стоит. Сейчас я блайнд попробую выбрать, если вы... Кто? Там О, всё, бля, правильно, ты умираешь, походу. Зря ты вкатил. Я не хочу вкатить уже. Я передумал. Не, стоит там, стоит там. Тебе надо было разозлиться. Ну вот видишь, на твоем месте мог бы быть я. Кто спешит, тот спешит. У них алтеги-то вот здесь стоит. У меня маусган. Домашняя дула вообще она никому не нужная. Блять, он и уже назад едет 27. Сейчас засветит. Не, он ещё. сейчас отлетает уже. А, нет, он проехал, молодец. Ага, да. Мгм. Уехали уже, значит. Нет, А, не нет. уехал. Засветился. Все, здесь будем встречать. Бабай, кстати, тоже можешь вот сюда заехать или где-то вот сюда. А, уже не успеет, на походу. Не-не-не-не-не. Потому что ты в любом случае тебя засветят и... Можешь вот отсюда вот ага, выйти. О, видно, видно. Блядь, я... он не пустит. Я Е100, ебать! Мне похуй на броню. Блин, не попал. Ебр сзади. Захни ебр. Да-да, вижу. Красавчик. Хорош. Ну, рельеф такой у нас плохой, блядь. Красавчик, просто лучший. Мой пакостливый, бля. Я успеваю еще А, одну ну все, тычку дать. есть, кажется, двое только и все. Я убью. А Е100 проиграть это смешно будет, потому что это имбо Есть убито. этого, может? Да. Того, не того. О, фош. Угу, вижу. Ого. Да, на этом стоит. Ну, немецкая точность. Никто не отменял.
Смотри. Арта на этом стоит. На острове. Блять, 2 раза в меня попали. ЕБР первым Здесь, да? выстрелом убил заряжающего. И этот убил заряжающего арта, блядь. Прям таки убили или оглушил? Убили. 2 раза ремку использовал. А. Опа, опа. Да! Голова. Ну не мешай, ёпка. Или я ему мешаю. Ебать ты жесткий. На тебе, гори. Твоему другану пиздец. Да ладно, как тут? Вынул, да? Ага. Ну, видит Бог, я этого не хотел. Я же говорил, на Е100 нельзя проиграть. Это танк, которого надо нерфануть. Ты чё, картон же, блядь. 0 урона. Ну, один раз нам повезло хотя бы. Бабай сколько накидал? Сейчас посмотрим. Угу, 3К. Нормально. А тот бой, кстати, ничья. Ничья? Мгм. Какой? Руинберг. Ну, мне не надо было вкатывать на Руинберге, тогда было бы все прекрасно. Ну, смотря как играть, если дистанция малая и рядом несколько союзников на саппорте, то можно и по 750 накидать. Ты про топ-пушку? Не знаю, топ-пушка, она... Смотри, если на топовой пушке, ну, это же ВБРная игра, как-никак, да? Ну, с картой арте повезло, блядь. Ну, да. Ну, одна арта. Не так уж не так уж и токсично. Скоро будет так Потерпим. всегда. Ну да, по 2 арты. По 1-2, а то и вовсе Не, без им арты. надо было сделать, чтобы в обычных боях по 1 арте, а когда много арт в очереди, по 15 арт, чтобы воевали между собой. Ну да. И вообще, Было бы весело. и вообще арту надо сделать так, чтобы она исходила из того, насколько количество арты есть, исходило из того, что, ну, смотря на карту, если, например, Малиновка и Прохоровка, то максимум 1 арта. Например, Да. на Малиновке, например, если 3 арты и одна из них барабанная 58-я, то это же вообще как бы дождь, метеоритный дождь, ты вечно встань. Но 1 арта и 2 арты это еще немножечко чуть-чуть не так тактично. 3 арты это же слишком. И мне кажется, думаю, барабанную арту надо ей дать пушку, чтобы она была цикличной, как все другие арты. Барабанная арта это слишком жестоко. Плюс еще барабанная арта. Или надо делать так, чтобы арта была барабанной, но у нее дамага было максимум по 100. Тогда бы перестали играть и все.
Ну, на каких-то картах, я не спорю, арта нужна, выкуривать танки там. с Да, 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 да. Ну, одна арта это нормально, потому что, чтобы, да, если ты никак не можешь убивать, например, 279 стоит сверху и как-то держит позицию, например, тот же Кранваген, то артой можно выкуривать. Но тремя артами выкуривать, это, не знаю. Ну да. А мы справимся, мы почему-то едем, но у них-то сетап жесткий. Русский. Мне кажется, мы... А, у нас 279. Ты пушку поднимай, когда будешь на КД. Во время КД. Чтобы они не Ну, выцеливали твои лючки. Чтобы было сложнее выцеливать. Опускай пушку только тогда, когда стреляешь. Сейчас, ребята, помощь едет. Бон! Давай, поехали. Альфа приятная 609. Да. Все, давим. Ой. Красавчики. Артака, да? Мгм. У нас база горит, ребята. Да, Кстати. с этим. Надо возвращаться. Давайте. Но только не мне. Я-то туда-сюда не могу ехать. Так. Сейчас арта жива, так что... Ну мы пока тут стоим, а вы как бы задевьте. Если получится, конечно. Или мне надо тоже куда-то вкатить, но... Так, дайте-ка подумать. Яга тут, гриль там. Кто еще есть у нас из ПТ? ПТ больше нету, да? Кто не светился? Это 60 ТП не светился почему-то. Он то ли за камнем стоит, то ли тут стоит. Наверное, в лесу стоит. А Него написала привет, потом удалила. Что к чему? Постыдилась, наверное. Зря я сказала привет. Не надо было приветничать. Почему? Какая же я тупая? Почему я написала привет? Надо удалить сообщение, пока он не прочитал. А я-то прочитала, не? Не успела ты. Пальцы надо, Эрчерский. Пальцы надо это как-то потренировать, чтобы быстрее прыч, потом быстрее удалить прыч, и все. Джета там где-то. Мгм. Зохан наблюдательный.
Так, ну у нас 140 светить не хочет, походу. У вас там все нормально, да? А, красавчики. Да. Вообще зашибись у вас. Ли-ла-ли-ла-лай. Ну я же фуловый, может я вкачу, а? Но я увижу их и нет. Шансы есть? Вряд ли, наверное, видишь. Да, умру, наверное, просто так. За- Гриль откуда дал? Так. Этот 780-й где был? Где он умер? Вот здесь, да? Я сейчас снизу заеду. А, понял, понял. Он здесь умер, значит... Ага, ну а гриль там же стоит, походу. Лайки ставьте, ребят. А, ладно, я герой войны. Офигенный герой. Да. Посмертная медаль. Наяривайте. Гриля, ну, Бом! Смотрите. Бом! А, блин! Сейчас покажу гриля. Будьте начеку. Ну, он, наверное, уже упал, а не он и... Кто упал? Кто упал? Тот упал. А вот это было больно от Яга получать. Бум! Яга на КД? Сейчас у него 3 секунды осталось где-то, наверное. Давай, давай, убивай. Вот. 10, кстати, фрагов сделали. А, ну да. Кстати, всю команду. И 11-й фраг, давайте. Взводом 11 фрагов. Это по... Во, 11 фрагов, ребята, взводом. Ну, урона маловато, конечно, но есть свет. Сойдет. Главная победа. Во, красавчики. Охуенно сыграли. Молодца. Давайте вы на ТТ, я на Это СТБ. выше? А, ну давай. А, пускай Е3 будет, ага. Е4, давай. Моя позиция это СТ. Ты ТТшек с ТТ ты справляешься, а Бабай мне будешь помогать. Ну, ты в центре будешь стоять здесь, на этой карте. Наверное. Ну, сам подумай, где стоять. Можешь, в принципе, вот тут стоять, Бабай. Где-то тут же стоят за этим. На К3. Тогда я буду светить, и ты будешь стрелять. Но если хочешь, можешь в центре играть. Хотя в центре будет лучше, если они вот отсюда поднажмут и выигрывают. Тогда я сюда вкатываю и тебе свечу. Ты отсюда... я тут у домика пока. Да, вот, ну я про это говорю. Или второй вариант это здесь. Вот здесь можешь подстоять. По моему засвету играть. В этом бою явно потребуется твердая рука. Ставлю только тогда, когда просят, не стесняйся выпрашивать. Выпрашиваю, ребята, ставьте лайки. Ставлю только тогда, когда просят, не стесняйся выпрашивать. Выпрашиваю, ребята, ставьте лайки. Выпрашиваю, ребята, ставьте лайки. Выпрашиваю, ребята, ставьте лайки. Выпрашиваю, ребята, ставьте лайки.
Бабай, ты знаешь, что я стример, да? Нет, да? Бабай. Да-да, знаю. Ага. Блядь, пал. Поставишь лайк, да? К этому стриму. Знаете, Твоего лайка не хватает. чё. Золото. То-то я вижу, одного лайка не хватает. А, блин, ну это была стрельба под названием. А как его увидеть вообще? Ну, никак не... О, бу! Все. О, все. Мне как-то бежать надо. Успею, не успею. Не успею. Разлив топлива. Ай, этот гребаный СТБ как же меня достал за эту неделю, ёп, посмотри. Я с 84,50% на нем сделал 75% слив. 10% я слил. Вообще жестко. И уже он никак не поднимается больше 76%. Вообще не мой танк, оказывается. Я 3 раза сделал 84,50%. И когда я понижал его на 82-81%, я думал, что я такой рак, что не как так можно на нем так играть. А потом у меня вдруг резко заскочило, вниз упало до 75%. И сейчас я поднимаю еле как до 76 и 77. Дальше никак не могу. Ну, так и умираю, как только что умер. Пиздец. Давайте, ребята, я пока на другой бой. Потому что это Давай. самое. У меня же как бы стрим идет. Я же сразу умер. Да, СТБ, он такой. Ну, на СТБ 2 отметки мне пока рано, оказывается. Но, хотя, да, 84-50% было, но 3 раза аж было, но уже бои не идут. Вообще, вечно вот так. Вы только что видели, как я умер. Да? Я всегда так умираю на этом танке. Вообще, очень сложный танк. 2 отметки на нем, это будет полное страдание. Мне кажется, через года 16 только могу получить 2 отметки на этом. Ну, не получается у меня играть на СТБ. Те, кто умеют на нем играть, ну, дело даже не в умении, а в том, что уже очень сильно поднадоел этот танк СТБ-1. Я слишком долго потел, уже неделю потею на 2-ю отметку, и понижать на 10% это у меня никогда такого не было. Максимум я могу с 84,50% понижать на 80%. Ну или 79%, да? Но понижать на 75% это пиздец. В общем, я понял, что СТБ это ублюдский танк для меня. Для моего скилла этот танк только все портит. Мне еще рано думать о 2-й отметке. Мне интересно, как я 1-ю отметку получил на нее. Вообще, очень проклятый, неудачливый танк. Из СТ самый лучший СТ это, наверное, Е50. Мне он нравится. Что ты делаешь в ВЗ-55? Е50 им очень нравится. Ушко более нормальное. Самый плохой показатель среди СТ у меня на СТБ. А должно быть наоборот, он же как бы имба.
Но я что-то не ощущаю. Ну, конечно, есть бои, где я кидаю по 7 тысяч, по 6 тысяч урона на СТБ. Но стабильности у меня нету на этом танке. Стабильно я не могу дамажить, как на других танках. В какой-то день я сыграл 20 боев на 4000 урона. Чисто урона, не по суммарке, а урона. И я подумал, что СТБ это охуенный танк. Но это было всего лишь один день и 20 боев. После этого у меня уже... После этого у меня все. Лимит закончился на СТБ. На самом деле, все очень просто. На 3500 суммарки всего-то надо. Всего лишь. А он это делать не может, этот СТБ. Вот 121Б он может, он изи может. Он вообще все может. Зачем я так стрельнул? Ну да, бить надо из-под тишка, но... Ну, в некого из-под тишка стрелять на СТБ. Когда я играю на СТБ, я же говорю, у меня противники играют охуенно, вообще не подставляются, никто не тупой. Тупых детей нету. Один урон дается на СТБ очень-очень сложно вообще. Потому что все такие скилловые попадаются. Ну или все знающие какие-то. Вообще никаких ошибок со стороны врагов. Вообще никаких ошибок. Один урон ты делаешь с огромным трудом. Потеешь и один урон делаешь. Фу, блядь. Наконец-то сделал один урон. Вот так играю на СТБ. А на 121Б берешь? Ну, есть же танки, на которых ты играешь, и ты не потеешь. Просто все тут тупо заходят. Все подставляются. Вот, например, как 62-ка только что поставилась, но, блядь, 705-й помешал, конечно. Вот сейчас вот этот даун, он сейчас выйдет. Вот смотрите. Вот видите, вышел. Стоял бы я тут на СТБ, он нихуя бы не вышел. Его бы вообще тут не было бы. Вот видите, это не мой скилл, это просто игрок тупой, дурачок. Это не достижение Риночеронти. Это просто игрок тупой даун. Он уже в 3-й раз уже или в 4-й раз вышел. Ну, дурак. А на СТБ, когда играю, таких людей вообще нету, не существует. Так, у нас сзади Яга. Надо дать в каточек. Убивайте, пожалуйста. Вот, это хорошо. Вот это хорошо. Вторую отметочку он может на Риночеронте можно. Ну, Риночеронте можно сделать, кстати. Он не фармит еще. Ну, базу берут, поэтому играю последним снарядом, что не надо было этого делать. Но идут на добив по-любому, да? Тогда можно пока не стрелять. Потому что бабаха сейчас приедет. И он даст по Е4, и тогда я выйду и дам 3 снаряда.
Главное, чтобы базу не взяли, а они берут. Все, третьего снаряда не будет, походу. Ну, я не хочу по нему стрелять, потому что у него хп-то мало. Успей! Вот. Еще! Ага. Думал, сейчас плюху получить я. Ну, я тоже так думал, но у меня-то Е4 есть, и я за ним спрятался. Ну вот, суммарка 4800. Нормально, нормально. Давайте пригласим снова. Демон Дум, бабай. Ну так легко, позиции можно менять благодаря хорошей динамике, сетап, позиции на мапе, анализируя, короче, да, скилл нужен. Ну, да, скилл очень нужен, чтобы менять позиции, чтобы... Ну, еще раз покажу бой. Ну, у меня тут, смотри, 3513, у меня было 30 суммарка, когда 80,50 сделал, у меня было 3450 с чем-то было. Один бой всего лишь не хватило. 3 раза. Я каруселил 3 раза, я закаруселил, потом он упал до минус 74, минус 75. И все, уже бои не идут. Ну вот, какая нафиг эта карта нужна для СТБ? Смотри. Нахуя мне такая карта на СТБ? Скажите мне. Был бы я на Чифе, был бы я на ИС-4, вот эта карта идеально. Непонятный там, куда его пробивать там, блядь. Что, Йох? Да, куда Ну, он у него есть лючки и есть ушки. Только ушки, они маленькие, как бы. Ну, ушки... Ты должен почувствовать, что ты Майк Тайсон, и грызть ему ушки, вот. Покусать. И у него есть... И у него есть лючки, вот. Но они маленькие. И он, если скилловый парень, то он при каждом выстреле, он будет поднимать свою пушку вверх, как я это делаю. А если дурачок, он этого не будет делать, но в лючки-то попадать надо, они-то маленькие. Но не такие маленькие, как у Кранвагна, у которого вообще и вовсе не существует лючков почти как бы. А, Йох там вообще. Деревья упали впереди. Разве это броня? Угу. Так. мы ехать передумали, да, теперь? Не, они сейчас достанутся. Есть пробитие. Блин, по каткам. Чтобы сделать вторую отметку на СТБ, надо вечно стрелять по каткам. А так и вовсе не попал. Лучше бы в НЛД засели. Это не попал. И у него есть гидравлика, что... Как вам мой стиль, ребята? Так. У вас как там дело? Все нормально, да? Отлично вообще. Рвем. Превосходно, да? Да, вообще.
О, сзади ебись. А как и я не попал? Так. Ну, кобра опасно, блин. Он как бы барабан. Не этот гад. Здравствуй, ебись. Есть пробитие. Попал. Мой... Что-то они быстро дохнут. Давайте перейдем в центровое поле. А, куда я смотрю? Разве это броня? Блять, он смотрит на меня. И он попадает, блять. Хорош. А я не попадаю, он уже про... Выстрел. А, 2 раза. Он даже моргнуть не успел. Я бы сделал это и без танка. Не пизди, а. Я бы сделал это и без танка. Ты с танком еле можешь это делать. Гребаная кобра. Чё? Успеем дать? Повреждение ходовой. Как кулак сквозь стену. А, все, я умираю. Нам сбили гусеницу. Я живу. Разве это броня? Попал. Ну блин, ну опасно. Можно вот так, кстати. Ну, арта, блядь, и без тебя тошно тут играется. Ёбаный в рот. Дайте мне, ребята, дайте мне докончить. Да. Шутка, шутка. На поддержку. Бах! 1000, да ладно! Да ладно, мистер Ноториус, на поддержку. Уже вторая 1000, ёпарасоте. Мистер Ноториус, ты меня удивил. Порадовал так. Махта. Вдруг откуда не возьмись до 1000. На тебе. Потом еще 1000. На тебе, ты что, не понял, что ли? Бац! Нифига. Тебе модельку надо давать. Ты в чате вообще есть, мистер Ноториус? У нас мистер Ноториус есть в чате? В чате его не видно, да? Так, интересно, а сотку бы сделал снова? Сотку? А, мистер Ноториус, ага. Ну ты заслуживаешь уже модер, на тебе. Получай. Ты уже влиятельный, уважительный человек на этом канале. Здравствуйте, мистер Ноториус. Вот так я должен уже буду встречать тебя. Ты заходишь в этот канал и сразу вот. О, здравствуйте, мистер Ноториус. Мистер Ноториус, рад, что вы есть, рад вас встретить. Как у вас дела? Вот так по-серьезному буду с тобой уже разговаривать. Здорово, Захан, напишу я сразу. О,
Здравствуйте, здравствуйте, мистер Notorious. Рад вас. Проходите, проходите. Вот так вот буду встречать. Вот видите, топ-донаторы всегда так встречают. Давай еще раз покажем нас с тобой. Может, процент поднимем? Ну, с этими поднями, конечно, процент поднимать такой себе у вас. Особенно с Демон Думом! Потому что он играет, как черт тебя знает что. %100% имею в виду. А, на СТБ-1? Ну, не знаю. Это ты когда играл? Ты в каком году играл, Николай Кривошапкин? Если ты год назад или играл, или зимой, то ты... Если ты очень давным-давно играл, давно забросил, то жаль тебя огорчить, то планочка-то поднялась на СТБ-1. Раньше-то было, говорили, 2400 было на 2 отметки. Просто, на изи. 3 отметки это 3К. Где-то 2900, где-то что-то там так было. Мне вот статисты, ветераны мне говорят. Сейчас-то планочка поднимается, игра-то идет выше. Скилл поднимается на уровень, и это самое. И сейчас уже всякие танки страшные. Когда его не апали, этот танк, да, у него 3 отметки и 100% можно было на изи делать, чем сейчас. Изи это имеется в виду, чем сейчас. Когда на нем не катали статисты, у него вообще 2 сколько-то. Это как на 8 играть, но... Жалко, что в то время я не играл на СТБ. Надо было в то время делать. Тогда у нас было бы 3 отметки вообще. Изи. Сейчас уже любимый танк стримеров. Любимый танк статистов. Так что... А у тебя в первые Мауса пробил? А, диспат еще есть. Мауса? Какой Маус? Я не понял, Notorious. Ой-ой-ой-ой-ой. Линию Мауса брал? Линию Мауса. Ушко. Да вижу. Сейчас мешать будет, ёп, по красоте. Не мешай. Папа. Да. Лучше. Линию Мауса брал? Что за линия? А, ты ветку качал типа Мауса? Нет, не брал. Ветку Мауса не качал. Ну, такой себе танк. Хороший танк, конечно. Не сказать, что плохой танк. Ой. Ёпать, я подставился. Вот как тут играть в крысу? Он повредил бы Пиздец. только потому, что я А-ха-ха, 1457. Бля, опять сразу умер, ёбаный в рот. А как тебя там убили-то? Ну, ТВП, и я подставился под ТВП. Я думал сюда... Ну, я думал, тут можно как-то отыграться. Но он видит, оказывается. Как он видит? Я хуй знаю. Я думал, только он так вот смотрит, вот так. Тебя, наверное, ушко, наверное, увидел. Не-не-не. Ну, Чи он... нет? А, да. Ну, увидеть-то увидела ушко, наверное, но я не думал, что ты... Вот, вот эту горочку надо, чтобы она была пошире, вот так. Да.
Я вижу, ты на средних танках катаешь. Не, я люблю на тяжах катать. Ну ладно, я в следующий бой поехал тоже. Почекал нерв алкатанка, игру забросил в 2019 году давно. Понятно. Ну вот тогда, Николай, вот сейчас тебе уже ты даже 3 отметки будет очень сложно делать. Это тебе не шухры-мухры. Я же говорю, вот когда ты играл, третья отметка была не 4288, а 2000 где-то 800, 2800. Это получается, если бы мой этот текущий суммарный урон 3024, если забросить на 2019 год, то у меня уже третья отметка есть на СТБ. Не 2, а 3 отметки. Такие были времена. Сейчас времена другие. Зайдешь в игру, попробуй сыграть на 3 отметки. Понизь свою планку до 65%, потом удиви себя на 3 отметку. Охуеешь. Тут уже не шухры-мухры. Его же апнули, поэтому очень плохо. Тогда был СТБ дерьмо, поэтому... У дерьмовых танков вообще планочки нету. На 140-го. Ну, на танках, где статисты не играют. Ну, например, на 121-м тоже. Смотри. Ну, на 121-м тоже неплохо, на самом деле. 3342, да? На 140-м... я его продал. На Е6, например, блядь, 5803 отметки. Бля, это пиздец. Это кто так играет, я хуй знает. В общем, сколько каток? Я вижу, ты на средних танках катаешь. В общем, сколько каток из 3 сангана имба дагана он юретим 9. Жди. Ну да. Вечный жди. Что вы тоже умерли, что ли? Бля, я уже нажал в бой. Из 3 имба. Ну, сейчас много чего интересного. Планочки все поменяли. Планки уже выше. Бой начинается. Если в 2019 году никто не умел играть, в основном, да? Сейчас уже все, абсолютно почти все умеют. Ну, хотя бы знают, кто и как, куда играть. Хотя бы даже это знают. Сейчас уже все смотрят стримы. У каждого танкиста есть свой стример. Они знают, как играть. Карту знают. Конечно, есть и те, кто вообще не знает про игру. Например, люди, которые вообще не смотрят стримы скилловиков. Такие тоже есть. Краснокожие. Они в день делают по 200 боев. Да. Ебать, ты быстрый, ВЗ. А как ты туда Понял. Ну, я сам медленный, на самом деле. Но все-таки. Удивил. А зачем ты поехал? У тебя же ВЗ там. Вот. Человек, который вообще и не думает. 110-й Нрыккухан танк это. Да. Было. Помню эти времена. 110-й это вообще, да ну. 113-й тоже был хорошим тогда-то танком. Сейчас ни у кого нету. Вообще в рандоме его вообще не увидишь. Никто не играет.
Надо было выцеливать. А не так просто стрелять. Не, я творю хуйню какую-то. Давайте лучше вон там. И 7, конечно, молодец. Я вот отсюда должен поработать над фазой. Над его поведением. Его поведение очень плохое, могу сказать. Надо ему поджопник дать. Поджопника дать надо. Кто думает, что надо дать поджопник фазишке? Надо вообще, чтобы он горел, чтобы у него температура была высокой. Ну и, следовательно, отправляем его в ангар. Чтобы он подумал над своим поведением. Так, ну-ка. СП-2 удирает и удирает. Вот этого немножечко выцеливаем. Лач! Пробитие. Поджога нету. Немножечко двигаемся. Туда-сюда двигаемся, как будто мы статист какой-то. Ну, это я попал. Закончено. Только я могу получить от СП-2, да? Могу получить, блядь. Я думал, он уже Гусеница там. Пробит бак. Подтверждаю пробитие. Только не в бак, пожалуйста. Каток ставлю. Подтверждаю. Да ладно, куда ты меня пробиваешь-то? Цель поражена. Что ты за такой? Что ты за зверь такой? Не злите меня! О, Есть пробитие. халява! Халявный танк, ребята! Нет, это бот. Пробитие подтверждаю. Это бот. Он стоял АФК, потом он проснился. Бот и так делает. Они долго стоят в АФК, потом, когда по ним стреляют, они просыпаются. Пробитие Ну-ка, не стой-ка. подтверждаю. Во, мой засвет. Ха-ха-ха. Суммарку поднимаем. Ай, ты гребаный кумуль. Бля, CSGO, что ли, блядь? С одним хп остается. Чё за наглая морда? Чё за наглый? Ну вот. Так, едем дальше. У меня с ним деловой разговор был. Что ты хотел-то, а? Ты что хотел-то, а? Ты же по мне лупил, блядь, когда я не был готов. Ну я пришел к тебе, что ты скажешь теперь? Что ты теперь на это скажешь, когда я к тебе пришел? На тебе! Понял, да? Пиздюк. По бортам стрелять сразу, блядь. Профессионал, гребаный мудак. А когда я к нему пришел поговорить, тет-а-тет, нормально как бы. Как мужик с мужиком, с глазу на глаз, хотел поговорить с ним, а он сразу, что, это вы были, да? Я не знал, что это ты, Зохан. Извиняюсь, что ты там по мне дал в борт этот, а? Я сказал, спросил с него. А он такой, я не знал, что это ты вы позвонил, Зохан. Богом клянусь, я не знал. Простите. А я такой, пац! Все, он умирает. Вот такой вот дебил. С дальней дистанции все чемпионы. Ублюдки. Ненавижу таких.
Сразу заикой стал. Нет, пац, нахуй. Вот так вот. Келерайдан. Ийлаңарды. Сыйға тарим бұттық салы. О, мы получили мастера, ребят. Ну, уже который мастер. Ну вот, ребята, 5753 урона. Как думаете? Нормально? Мастер. Ну, на И4 взять мастер, это хуйня. Скажу вам. Это изи. Можно даже в каждом бою. Планка у него маленькая. А вот на чифте не взять мастера. Вот это уже плохо. Чё? Мастера взял на E4. Смотрели, да? 5, Не, у нас там 5000. вообще под был жесткий. Выиграли, нет? 5700 урона дал. Вы же выиграли, красавчики. Так. Ну, давайте без СТБ. Что-то на СТБ у меня вообще ничего не выходит. Чё? Опять так же? Ну, не знаю. Думаю. Давайте я так. Спокойно надо играть. Давай на И7, Джон Джонс. Заказ танков 100 рублей. Но сегодня столько донатов завезли. Поэтому и бесплатно. Дедушка. За тебя уже заплатили. Вообще не понимаю. Этот из 7, блядь. Щучий нос, броня, углы, блядь. Не-не-не, он Все в эту нормальный. щеку, Вообще, в эту щеку все, блядь, дырявят, как хотят, блядь. Какой-то он нормальный. не знаю. У него должен быть... Сейчас покажу, НЛД сейчас должен- покажу. Сейчас я ЛД покажу мастер. должен быть самый, блядь, крепкий, Сейчас блядь. будет все. Сейчас покажу Писать- бой на мастер. 54-го и то лучше, блядь, в ЛД, блядь. Ну, из 4 имба, да. Безоговорочно. Он не из 7. Нет, я говорю про лобовую броню. Ну, просто все умеют стрелять сейчас уже нынче. Они же не в борт и на ИСа 7 не стреляют, как раньше в экраны. Они стреляют там, где нужно. Все люди смотрят стримы, поэтому все уже знают, куда пробивать И7. А так, если на И7 попадаешь к ракам, например, то им становится... Ну и двигаться надо побольше. Конечно, от врагов тоже многое зависит. В большей части. 113-го у меня нету, Николай. Я его продал. Настолько дерьмовый танк был, поэтому я его продал. А как тебе ВК, кстати, Бабай? У него же тоже нет брони, походу. Нормальный танк. Не, у него есть броня. Пробитие очень хорошее. Да, у него есть броня, да ладно, я когда встречаю, проблем никаких не имею с ВК. Как? Да. Да, когда его встречаю, бля, урон, заебись. Не знаю. Ну в НЛД голдой же, он же пробивается.
Ну, может, и я встречаю людей, тех, кто не умеет играть. Ну, и... Чуть-чуть угол ставишь на нем. Да. Ну, углы надо ставить. Но когда углы они ставят, они иногда выходят ромбом, а когда ромбом под башенку же стреляю в корпус. Бывает, да. Но иногда вот сегодня я на сотке 2 раза голдой его не пробил под башенку, блядь. Как ни странно, блядь. Ага. А чё это так я не пробил? Это... Сюда. Было бы великолепно. Понятно. Понятно, они идут вдвоем тут. Во. Я съебываюсь, ребят. Пока, ребят. Слева, обойди. А вот есть третий. Нет, тут не вариант. Две рты работают. Или надо по жесткому вкатить. Но там же опасно. Ну да. Так, с грилем все понятно, но Ягос, ТРВ и Фочи, они не видят. А вдруг они там, вот там. Тогда нам пиздец будет. Вот он, Фочи, готовый стоит. Да, ладно. А, там Радостный еще такой маус. Фочи стоит. Где Бабай, спрашивает Фочи. Думаю, я могу, конечно, и вкатить, но... Или объехать и вкатить. У тебя со звуком что-то не так, Бабай. Ты теряешься, когда говоришь. Вот так слышно. За интернет надо оплачивать. А. А не делать вот этого. А это микрофон. Наушники на меня. Я специально так говорю, когда меня зовут на работу. Так, приезжай на работу, а я говорю сразу. Я... И выключаю телефон. Аппарат абонента выключен. Или находится вне зоны действия сети. Нормально, нормально. Работает. Проверенная штука. Надо было свестись, елки-моталки. Ну, блин. О, нормально. О, блин, я затупил. Ёпасус. Мне пиздец. Нет. Хотя смогу жить, оказывается. Но все-таки надо валить, маус едет за мной. Бам! О, у тебя там СТБ еще. Блять! Блин, я в клинч хотел его взять, бля. У меня что-то лагает, я не знаю почему. В этом бою почему-то лагает. Как вы не пробить? Тогда, может, Бабая нормально слышно. У меня почему-то лаги есть, призы. А, там еще СТРВ еще стоит. Да. Кто не прожал лайк, ставьте лайки, пожалуйста, ребят. Хуйня, голдой, блядь, не пробил. Должен 268 был забрать. Да. Не, я зря вообще вкатил туда. Я думал там, блин, ну, гриль и... Кто-то дал мне по мне. То ли пазик. Пазик, ага, с грилем дали. Если бы все было нормально, то я мог убить Фача, когда он выходил. Он был шотным вот отсюда. И вот отсюда убить Мауса и 268. Кстати, почему я не заметил Есотова,
когда заходил. Короче, тупняк. Что, нам откатывать, наверное, надо или что? Бабай не знает слова откат. Он знает слово только вперед. Старая гвардия. Алексей, здорово. Ну да, для клинча не надо было. Все равно в клинч не получился бы. Он же СТ, он же быстрее. Ну, да, давно не играл на E7. Думал он быстрый. Он не быстрый, оказывается. Сука, не игра, блядь. Ай, сотку в щеку голдой не пробиваю, блядь. О, понятно. Так, шины пока. Есть ответ, там, кстати, 11 стоит. Ты умер, да? А, умер. WhatsApp смотрю. Посты РВ. Сводись. Бам! Красавчик. Бабай, это 3D стиль, да? Ты купил, да? Ну, было, ага. Гребаная арта. Конца убила и наводчика, и, блядь, режим. Пиздец какой-то. Это, блядь, это арта, блядь, что нахуй. Сколько дал? Сколько урона дал? Да нихуя, блядь. Пробити, блядь, я не понимаю, блядь, игру, блядь. Сейчас там будет 5000. Может быть, может быть. Ну, давай на других танках. Блядь, она тупорылая. Могла забрать эту арту по трассе, и все, блядь. Спокойно, блядь, играли бы. Без арты, без ихней, блядь, нет. Мозгов вообще нету, блядь. Артоводов, блядь. Они такие артоводы. Ну, тут видно же, где стоит арта. Две арты откуда кидают, блядь. Просто бери, блядь, и забирай, блядь. Даже напугала бы, пару раз попала, блядь, и все. Ничего? Давай, берите танк. Бабаха. Не-не-не-не, бабахи нету, я его продал. Я не люблю такой геймплей. Всякие бабахи, это садомаза танки вообще не люблю. Лучше Яга есть 100. Его я оставил, он в 3 раза лучше, чем бабах. Бабах это дерьмо собачье. По моему вкусу. Я на бабахе могу дать один шот. Или 1800 урона, или 200 урона, или 300, или 400. И все, я умираю.
Он не откатывается назад. У него нету, как бы сказать, ну, неиграбельный, блядь. Большая такая коробка фугасная и все. В Париже можно играть, но, блядь, жалко, что карту не выбираешь в этой игре. Поэтому бабаха вообще не вариант. Только мазохисты играют на бабахе. Я не из этих. У Е5 красивее стиль, чем у М60. У кого Да. есть стиль? У Е5? Тебя плохо слышно, бабай. Что-то говорит, что-то говорит. У него стиль покрасивее, говорю. А. Е5 говорит, да? Вот это охуенный танк Е50, а. Заебатый танк. Это вам не СТБ какой-то говнярский. Сейчас я покажу. Где ваш СТБ? Ну-ка. Бля, опять фризы. Почему лагает-то? Арта, а? Пожалуйста, не лезь. Курю, жестко лагает где? А как мне в танки попадать? Ёбаный в рот. Танк нормально. Канал, то они канали. Бля, ребята, у меня фризы. У вас есть лаги, нет, в игре? Нет, нету. У меня жесткий. Или это из-за интернета? Не-не-не, я 20 какого-то числа оплатил. То он не видно. Да, нет, ну лагает то. Сейчас уже нормально? Нормально. Сука. Нет. Вот видите? Где? Лагает. Двигается. Ёпарасоте. Криво. Так, что-то у меня включен, что ли? Так. Что у меня еще может быть включено? Нет. Все нормально вроде. Батл нет, тоже закрою. Можете... Сейчас посмотрим. Сука. Нет, все равно есть лаги. Поебы стоят, блядь, базу охраняют, хули у нас. Гриль, блядь, тупорылый. Винда обновляется. Делает. А может быть, ага. Жестко лагает. Курите? Каналарди. Вот видишь, бля, я не могу так играть. Блин, у меня тут, походу, винда или что-то обновляется. Steam, может? Нет, Steam выключен. Я тут вообще жесткие фризы. Я в танки не могу попадать. Да и вообще играть как-то... Курите. Так, иди. Надежде. Может пройдет. Нет, это в прошлом бою тоже точно так же было, когда играл на E7. О, бля, пиздец. Не знаю, у меня FPS большой. Нет, дело не в FPS. FPS у меня нормальный, просто фризит, говорю. Лаги. С FPS проблем у меня никаких нет. Курю будет в бутанках. Хада камнырын тык-тык-тык кыналарды.
Ну, конечно. Ладно, иду светить. Блин, урона нету, хотя бы за света, да. Ну из-за ферзов, бля, я там вообще игру сворачивал. А там, оказывается, выиграли. Даже не поиграл в этом бою. Арта из города кидает. Або, опять фризы. Ну я на этом все, походу. Я уже больше не играю, походу. С такими фризами играть, себя не уважать. Ребята, не расходимся, поиграем в другую игру. Но с танками уже кончено, у меня фризы. Я не могу так выцеливать. Арта в углу стоит. Угу. Ребята, выбирайте игру. Играем в PUBG или в Warzone. В чате выбирайте игру. А пока-то в танки не будем играть. У меня фризит. Крыбу. Как так-то? Позорище. А, еще вообще заебись. Он КД. Блять, гребаные фризы, ебаный в рот. Блять, крыбу ваша. Мешки стреляю, а я не попадаю из-за фризов. Крыбу. Бля, попал. Ёп, красоте. Не, все, ребята, я не могу больше в танки играть. Это пиздец. А, все, уже надо. Да. Давайте до завтра. Давайте, Давай. удачи. Спасибо за катку. Так, что выбрали? Жестко фризит. Я не понял, почему так фризит-то. Ну, похоже, папк. Ну, давайте папк залетаем. Ну, там фризов будет, не будет. Если будет, то отключимся. Если нет, то сыграем в папк. Так-то у меня интернет не в минусе, как бы. Обновление. Блин, опять обнова, что ли, вышла в папке. Так, игры, библиотека игр. Папк. 4 часа 7 минут. А, нет, ну это... В PUBG мы не можем играть, походу, потому что обнова-то идет. Какая-то обнова идет. Так. А, свет ассасинов. В КС тоже обнова нужна. Там 18. Давайте в КС. Давно не играли. В PUBG надо обновить 8,58 гигабайтов. Это слишком долго. Глобальное обновление. Нахуй надо. Пассиан сапер не умею играть. Слишком сложная игра.
Сейчас микрофон уже вот на 100 поднимается. Сейчас. Убавим вот так. Может на 86? Ну, вот так, да, 86. Обновление подбора игр. Охуеть. Обновление подбора игр, говорит. Ты игру-то подбирать будешь, нет? Спрашивает меня. Я хочу играть в нюк и так далее, в карты, которые давно не играл. Захват экрана сейчас надо делать, потому что это КС. Захват экрана. Вот так вот. Ага. Да ну нахуй, 6082. Ебать у нас. Нифига себе! Что за день такой, а? Так, все видно, да? Сейчас ждем. Сейчас покажу вам, кто такой настоящий КСГошник. Мира Дынба. С ней мы когда-то играли в какую-то игру, помню. Давайте ее пригласим. Типа, приглашаем. Ну, она в сети. Эта девушка, она играла в какую-то игру со мной. С драками. Может зайдет, может нет. Звание устарело. Ну, устарело. Устарело так устарело. Warzone Anchor держит. Ну, все... большинство людей захотели PUBG. Потом... Ну, если хочешь увидеть Warzone Gambit, можешь отключить стрим и смотреть на вчерашний стрим, кстати. Он сохранился, он есть. До этого стрима, короче, мы вчера стримили именно Warzone. Или позавчера. Короче, не помню. Можешь посмотреть, что там изменилось. Соревновательный длинная инферно. CSGO это игра, когда типа мясник, Рики. Или это была Дота, да? CSGO это стрелялка или стратегия? Это с самолетом, который War Thunder, да? CSGO это со спецназами, как какой-то там террористические акты, спецназ. Тут стрелять надо, да? Или что делать надо? О, блин, ничего, ты говорили, стакан звание, звание мы ваши мехнатухи. Я в CSGO, в PUBG играю просто так. Ребята, так что никакие звания там не нужны. Почему люди потеют на звание, я вообще не понимаю. Зачем? Ну, если ваша основная игра CSGO, конечно, надо потеть на звание, да? А если вы такой же, как я, ну, в смысле, залетая в CSGO один раз в 3 месяца или в 4 месяца, то
Вообще звонить не надо. Просто надо играть просто так. Просто надо играть, просто так. Ты случайно на телеканале не снимался в передаче «Чада из ада»? Снимался? Это я бы был, я жесткий. Я Чада из экрана! Как там? Из ада. Чада из ада. Это я снимался в главных ролях. Я Чада из ада. Чадо Мазо. Чадо Мазо мен. Хилу. Баньте Вадима. А, не надо банить. Зачем дебилов банить? Они же это... Ему помогать надо, наоборот. С головой-то у них не в порядке. Им нужна помощь, ребята. Психологическая помощь. Так что, если что-то пишут, надо говорить. Да-да, это я. Серьезная помощь нужна. Причем психологическая помощь для таких людей. Это же дети. Или взрослые, которые остались в детской жизни. Я не знаю. What the motherfucker hell you do it, son of a bitch, motherfucking man? Случайно попал? Ну ладно. Чада из ада! Так, ладно. Тихо. Сука. А, блин, нет, не надо! Уроды, а? Ползучие твари. Ничего? Чада из маза. Маза. Покажешь, как делать эйс из калаша? Типа лед, что ли? Пиздец, блядь. Как делать эйс из калаша? Заморозить калаш, что ли? Пух, там... Ну, покажу, конечно. Когда-нибудь. Это зимой надо показывать. Берешь... Ну, там дело простое. Берешь калашников, ставишь на улицу. Холодеет, минус 52 градуса. И эйс из калаша у тебя уже во дворике. Правда, только найти надо калаш. Там не сложно на самом деле.
начинает нравиться эта игра. Что за игра? Прикольная игра, ребята. Что-то беспредельная игра-то. Чада из ада. Тихо. Дарма! Урман туда, блин. Не пишите в чате. Ашнафт. Довольно такой радостный такой человечек. Индивидуум. Left. Safe gun. Сейф, ага. No chains. Blue, take gun. Поток информации. Называется вот это оружие. Только для самых крутых это оружие есть. Только у Зохана такое оружие есть. У вас же нету. Так что молчите. Йоу, где танки? Танки в Караганде. Поднадоело уже. Перемотай танки. 4 часа играли, хватит. Мы уже отдыхаем от танков. На стрим не надо опаздывать, ребята. В конце стрима вообще надо игру менять. Иногда. О, как радостный человечек. Ай, блядь. Safe weapon. Maybe safe? Yeah. Kitchen. Показать, как приготовить еду? У меня тут гость. А, бля, как он ее... Сука. 9 Блять. I new gamer. Мне можно. Hello, where are you? Пап бар болады. Папка билбәтем. Папка где-то якынады. Большая обнова там ждет. На тебе в глаз, алмаз, соколиный глаз. Орел! Стреляй только в глаз. Паш! Блядь, курсалар. No sight. Бля. Стреляю как, бля, просто как ребенок. Да, блядь. Зохан, дотку не попробуем, да? Не, кто будет смотреть дотку? Кто дотер? Отзовитесь. Дотеров мало. У меня на канале вообще дотер есть, что ли? И чтобы посмотреть на
на стримы по доте надо, чтобы игрок хотя бы более-менее играл на доте. А я-то не умею, ребята. Че, вы хотите посмотреть, как я снаряжаюсь в доте, что ли? И в чем прикол? Ну тут хотя бы, тут более-менее можем кого-то убить иногда. По какой-то странным, непонятным ситуациям. В PUBG можем более-менее 1 килл делать иногда. Раз в 5 часов. А в доте мы что можем? Ничего не можем. Это сложная игра, поверьте мне. В доту должны играть дотеры. Подпишись на 14 регион гейминг, он иногда играет. На тебе! Отдай мое любимое оружие. А, так. So, yes, sir! Move! Паш. Разнообразие его. Ну его качать надо и так далее. Ну какое разнообразие? Это... В доте онлайнов не будет, ребята. 5 онлайнов. Ты будешь смотреть, Николай. И еще кто-то, второй человек. Донатов не будет, во-первых. Лайков не будет. Зрителей не будет. Че тогда мы с тобой вдвоем, что ли, должны сидеть и играть? Типа... У меня что, дохуя времени, что ли, надут? Там же, блядь, долго играть надо. Это тебе не танки, в которых бой идет за... Ой-ой, тихо. Это съел? Это мой. Айконин было. Затаптывает меня. Ладно. Gun Station Simulator. Ну, попробуем, ага, когда-нибудь. А она бесплатная, да? О, наконец-то, блин, калаш. Я доту смотреть не буду. Конечно, кто будет смотреть доту? Никто же. Только Дюлстан будет смотреть. Цемент зеленый. Что? Цемент, блять. Я расслышал, я думал, пизду отсюда зеленый. Я так... Дота Габапин. Нет, доту не буду смотреть. Даже те, кому нравится дота, они тоже не будут смотреть. Почему? Потому что зачем им смотреть, если человек вообще не умеет играть в доту? Нахуя им смотреть? Смысл? Дота это очень профессиональная игра, в котором играют только одни профессионалы.
И все стримеры, которые ведут, ну, которые стримят доту, они хотя бы более-менее умеют играть. И вообще... Топовые дотерские стримеры, они вообще жестко играют. Должно быть. По мировой лиге. Только этих смотрят, и все. Так что у доты это хуйня. Надо... Чтобы играть в доту, надо играть в доту, а не смотреть стримы каких-то зоханов. А если смотреть стримы, надо смотреть стримы профессионалов. Там не веселая игра. Я же говорю, это киберспортивная, очень серьезная игра. Там никакой веселья и радости нету. В CSGO там можно повеселиться же. И так далее, и так далее. В доте ничего такого нет. Тоска полная. На полном серьезе. Слишком серьезная игра. Танцуй пока молодой, мальчик, танцуй пока молодой. Разбань меня, не могу писать. Кимчик, как я могу тебя разбанить, если ты не в бане? Я же смотрел, Кимчик. Еще раз сейчас посмотрим, короче. Сейчас покажу захватом экрана. А, блядь! Падапа, мертвабиким это. Ну, Софрон Пахомов. Кто сказал, что я хороший игрок? Почему так сразу обсираешь? В бан хочешь, да? Че ты обсираешь-то меня, Падапа-бобака? Кто-то тебе сказал, что я хороший игрок, что ли? Я CSGO-шник, что ли? Если человек в год играет 2 раза в CSGO, значит человек профессионал, что ли? Софрон Пахомов. Че ты сразу начинаешь вот это унижать, а? Падапа-бобака. Просто написал бы Мельтрабикинди. Все, тебя сразу в бан. И дуй отсюда. Ненавижу таких людей вообще, как непонятно. Сразу, блядь, начинает вот это. Папка табатабикин, это падапа, CSGO табатабикин. А кто вам сказал, что я умею играть, ебаный в рот? Никто же. Сразу, блядь, набит не кирим баралар ебаный, да. Пиздец, говорю, кирил чёрнары. Залетают, бля, откуда не возьмите и начинают, бля. Блядь. Куда табатабикин? И вы еще хотите доту, что ли, блядь? Там миллионы таких этих софронов будут. Падав под доту, ну вообще табатабикин это ди олорудин. Мы же для веселья играем, ребята. А такие люди, блядь, пиздец, на нервишке очень играют. Вообще не понимаю таких зрителей, бля. Оп. Бомба у... А, бля, я думал, бомба у меня. Я не обязан хорошо играть в игры, ребята. Даже в танке я не профессионал. Так что не надо из этого делать вот эти вот ПДП, ППП, ППП, бля. А то вообще можно ни в какой игры играть с таким настроем, бля. В Warzone играешь тоже, блядь, варзоновцы пишут. А чё ты вообще не умеешь играть? А кто им говорил, что я умею играть, ёбаный в рот? Человек учится, вот, пускай играет, блядь. Кому я мешаю, блядь? Как будто им домой захожу и, блядь, смотри нахуй, блядь, мой стрим нахуй, офигенно играю. Смотри, сука, как я играю хорошо, блядь. Дебилы, блядь. Лишь бы гурьялар на багады көрөбүн чоннорке залетайдылар. Кырау курдук мейлак чоннор. Бананки. Банатом забанил, конечно. Осуждаю мат. Ну, без мата нельзя. Осуждаешь мат, тогда просто отписку сделай и все. Окей.
Сзади, сзади. Вон банана. Ай, блядь. У меня взрослый этот не детские стримы, ребята, так что извиняюсь, но если вы ненавидите, осуждаете мат, лучше не подписывайтесь, просто не смотрите. Отпишитесь просто. И все. Я не хочу извиняться каждый раз, когда я матерюсь. У меня это не специально выходит, это чисто рефлекторно выходит. Вы тоже материтесь, наверное, дома все равно. Что-то не выходит, вы все равно материтесь. Я не могу меняться из-за того, что кто-то осуждает мат. Я не специально. Я тоже осуждаю мат. Но я без этого не могу в играх. Я без мата могу смотреть фильмы и так далее, сериалы. Но в играх я, когда потею, я не могу без мата. Она сама собой выходит автоматически. Я не могу... Go plan. О, блядь! Так что я не могу трансформировать из себя какого-то пай-мальчика, который не будет никогда раз в жизни материться на стрима. Это не специально. Поймите. Я знаю, что некоторым не нравится мат. Тогда просто я бы посоветовал им просто выйти с канала. Найти другой канал. Подпишитесь на Гранни. На какого-нибудь. На Клумбу, который вообще ни разу не матерится. Есть такие стримеры? На Геликса Макса можете, кстати. Он не матерится. Вообще. И там сидите. Наслаждайтесь. Тут у нас эмоциональные стримы, ребята. Без эмоций никак играть не могу. От слова совсем. Так, почему я смотрю туда? Не надо вот этого чая. Ну, именно Ехара Пяпин, Леонид. Не только для тебя, вообще этого. Ну, когда долго рассказываешь вот так вот. Когда выебываешься своим взглядом, тогда люди понимают. Понимаешь? Я же не могу сказать просто так. Я не могу без мата. Почему я не могу играть без мата? Я же рассказал нормально. Вот. Чтоб люди поняли. Ты же понял уже. Поэтому говоришь чай-чай. Так что как-то так и живем, ребята. Так, Регион, я на тебя посмотрю. Захват экрана у меня стоит как раз. О, блядь, посмотрим потом. Ой, опять мат. Посмотрим потом. Я покажу, что... Ты еще модератор, вот. Поэтому, как бы... Ты по-любому не в бане. Но что-то странно. То, что ты не можешь писать в чате. По секрету скажу, ребята. Тихо. Ким Тигбан, это Хекат. Это Хекат, региона. Я его забаню. На нервишки играет. Поэтому забаню. Только ему не говорите. Это наш маленький тайный секрет будет.
А, нет, он, блядь, я строю. Так, я говорил про это, Иванова Кимчика. Иванов Кимчик, если из 14 региона, который живет в Якутии, я его забаню. Я это хотел сказать. А про стримеры Кимчика я ничего не говорил. Я ничего не говорил. Может, попробуем вот этот АВП? Он меня разбанил обратно. Дьявол. Откуда я же играю, ты же сам смотришь. У меня захват экрана стоит. Где ты видел, что меня разбанил? Ты сам что-то, ёкай... Что-то ты темнишь. Меня разбанил только что. Я не контролирую. Так, минутку. Short one. What did you fall back? Что-то говорят эти. What the fuck you... Разговаривает. О! Ап! Oh my god. Why did you fuck? I new gamer. I'm noob. Sorry. No, no. Hello, I don't very good gamer. go B. Так, давайте встречаем вот этих пацанчиков. Пацанчики с района. Кимчиктин кен папка не букет, бахтова. Ебать, тут мясо! Посадили его на горшок. Сри, говнюк, засранец. Горшок. Ладно. А, мы проигрываем, оказывается. Ну, на... Second mid. Хоп, хоп. Блин, ох. Я в танке играл 4 часа. Потом... Что-то в танках лагает, поэтому... Парта. Purple, you watch mid. Дармоед! That's about them, man. One for parta. Во, нормально, у тебя. Немножечко учимся. Вот, спасибо говорят. А, хотя не мне, но видно. What did you do? Это B. B. It's B, it's B. B, B, B. Johnny B.
play. I got you. Go. Блин, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не считается. Блин. Ублюдки. Map. Мят. Опа. Mid. We have checkpoint. Вот когда я прихожу на Б, они не приходят сюда. Mid. Банана. А, нет. Что-то есть. Послушайте вот это. Сайд, был. Они поедут на А, да? Your side, your side. Я даже места не знаю, если что. Вот это сайт говорят, это где я не знаю. К сожалению. Шорт. Деф. Nice. Нет, пожалуйста, пожалуйста, господи. Я больше никогда в жизни не буду материться, если я успею. Yes, я успел. Я буду материться, я пошутил. Самого Бога может одурачить только Зохан. Сдерживать обещания я не буду, конечно. Просто я одурачил. I'll go. Ну как я затащил? Как в кино, да? На последних секундах, ребята. Ну напишите, я же затащил. Чё вы такие? Hold side. Кивербрут. Go B. Is it B? 2B. Bomb B, bomb. Help. Сос. Oh, I'm going back. Да ладно, там лошадка, что ли? А на бирсу первую бы, кстати, да, затащила бы. Апарты. Гои. Только знать бы, как купить на бирсу первую. Ну, победа. Не-на. Вот он взял набор сапера. Угу, 10 на 10. О, бля, как чемпионские раунды. Как будто мы в какой-то набор сапера. Вот так надо покупать, да? Так он у меня есть.
Там, где бронит... А, не-не-не, это был прикол. Я знаю, как купить. А почему я сразу кидаю гранату? Как будто они сразу приезжают сюда. CSGO как-то мне напоминает мое детство. В детстве я любил CSGO. Хоть и не умел, конечно. Еще похуже играл. Но чем-то он напоминает детство. Но, конечно, там было CSGO 1.4. Даже не 1.6, а 1.4. Они на кухне. Maybe kitchen. Блять. Куда пропал-то это? Where do you come from? О. Что ты хотел? I'll go mid. Неужели вы хотите сказать, что 14 регион так умеет играть, что ли? Нет, конечно, я же жесткий человек. Ага, Йока, второй смог зачем? Я помню карту под названием как Assault, да? Хорошая тоже была карта, как-то. О, папка. О, блин, нас только двое. Сейв, guys. Зеленый, не ходи. Окей, хорошо. Понял. Yeah. Сейв, вепа. Тебе отдам. Только я не понял, кто говорил. С подписчиками в 1.6, ну не знаю. А зачем? Я-то не умею, подписчики умеют. Они же жесткие. Так, кому надо было? Gun push. Наган? На тебе. Зеленый, никому не надо было, просто тигры с сейф и все. Двух детей, Дэвид. I will push. А, я думал, оружие кому-то надо было. 2 second mid. Мозги мне надо, наверное. Тогда. Ой. Балкон. They have 66 минус. one mid. А, блядь. Не надо было перестреливаться, когда человек с АВПшкой стоит. Ну, я затупил. Затупняк, ребята, получается. А такое бывает иногда. Не иногда, а часто на самом деле. Что тут скрывать? Одиннадцать. Мы что, в каком-то чемпионате участвуем или что? Почему счет такой?
Как будто футбольный матч какой-то. 1-1 и так далее, да? Надо спать, пойду с ноутом в кровать. Почему я тебя раньше не смотрел? В смысле, я раньше не смотрел Николай Кривошапкин? Ты новый подписчик, да? Получается. У нас обычно все старые подписчики. Сам откуда? С Якутии, да? Саха? Или откуда? Мне уже самому интересно. Так, ну-ка. Вот это. Second mid. Boiler. Go away. Forward. Don't pick that. Сахаганда Николай? Ага. Так, ну-ка. А давайте-ка... Апа, вот так делаем. Потом вот так делаем. Блин, я пипец как рак, да? Всегда там, где не надо. Давайте по ебальнику дадим кому-нибудь. Ну, обычно мне дают по ебальнику. Все. Видит Бог. Я этого не хотел. Don't pick mid. Помню, как-то в 1.6 мы играли вот здесь. Понимаете, да? Вот здесь выходили и фигачили тут. Только... Не так... Что-то пошло не так. Все шло по плану, но что-то пошло не так. Не так я это себе представлял. Give me point. А ты мне что? Ах ты, дармоед, блядь, как уровень ты. Я понял. Чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу. Идите сюда. Да ладно, я его убил. Bomb is here. Help, help. Я посмотрю, минус 52. Nice. Very good. Control point. Банана. Стреляй. Что за смертная казнь? Танцуй пока молодой, мальчик. Танцуй пока молодой. Ладно, пойду на боковую. Спасибо за стрим. Тебе спасибо, Вечность. Спасибо большое. Олей, I solo B. Большое спасибо. Как всегда, лучше. Так. All in, что? What? All in to что-то говорят. Call of Duty сейчас играют, спрашивает. Ну, не знаю. Warzone некоторые играют, походу.
Сам недавно начал играть в Warzone. Ну, чуть-чуть играю. Могу показать после этого? Банан. Может быть. Блин, проигрываем, ребята. Ребята. Красавчик, красавчик. О, с двух сторон молодцы. Мозги-то варят. Давай, красиво. Молодцы. Малорики молодцы. Та-да-да-да-да-да. Go win, guys. Let's make this Reyes rain. Deploying decoy. Careful. Deploying flashbang. Ай-ка. На тебе, блядь, из-за бомбы. All second mid. Throwing a grenade. Incendiary. It's A. Так. Как думаете, напишите в чате, кто выиграет, мы или они? Вы, они, напишите. Boiler one more. Или ничья. Пишем свои эти самые. Свои прогнозы пишем, ребята. Mid, please. Как будете сходить в бой? Увидим, кто из вас обладает Green. Check. способностями видения. Телепатическими. Айкет. Вы, говорит, вы чи, ничья. Сейчас посмотрим, кто настоящий жесткий прогнозист. Apps. Так, Blue check window. Blue check window. Help yellow. Time. yeah, we win. Winner, didn't chicken. И нихуя не смешно, не до смеха, ребят. I go B. Go away. I go B. Come on, chop. Job. Throwing flashbang. Кто-то говорил ничья, ребята. Мне показалось, или кто-то говорил ничья? Incendiary out. Deploying flashbang. Grenade out. А, я-то уже убил. Би. Banana. One банан. Laying down smoke. Кто-то говорил ничья. Nice thing. Скоро победа, ребята. We win? А, Yeah. Keep your focus. It's fucking comeback. nice team. Бля, я самый тупой, я самый дешманский игрок, походу. This is real life. Flashbang. А кто-то говорил ничья. Посмотреть бы на ваши лица сейчас. Throwing fire. Шутка сейчас. Может быть, проиграем 2 раунда. Grenade out.
Careful. This spawn. Oh, nice trade. Nice. Somewhere. Maybe second. Эй! Oh, not yet. Look. Yep. Тихо, слушай. Absent boy. What the heck? Не надо проигрывать. Maybe B, no? Yeah, try to go B. Go B, go Go B. B, go B, Go go B. B, green. Гоби? Yep, yep, Yeah, yep, yeah. yep. Wait. It's B. Speed, speed. Сори. One half is А, что под... Вообще не попал. О, будет ничья, ничья. Кто говорил ничья? Кто? last round. Last round, ребята. Drop him. Drop him. What? What? Drop say- me. Oh, Drop stay me. safe, stay safe. Orange, drop me. Farm gun. Nice. I have no mids. Фух. Maybe second mid. Держим кулачки, ребята. Info, guys. Careful. There's. Be clear. Эй, go, эй. Side, guys. О, Пропустили. Beautiful. Left side. Side. Не спеши. сука. Ладно. Ну все умерли. Ёбаный в рот. Эх, столько потели и ничья. Хотя ничего, ничья. О, золотая звезда 3. Нахуя золотая звезда 3? Я-то Сильвер первый был же. Нет? Третья звезда, бля, я жесткий игрок, оказывается. Для меня это много. Давайте попробуем напарники. А, давайте в танке все. Так, час 40. Нет, ну, час 40, да? А, нет, ну ладно, на этом закончим. Слишком долго стримим. Устал я, спать надо, пора. Ладно, всем спасибо за просмотр. Спасибо вам всем за ваши лайкосики, за ваши донатики. Ну и все.